Потом опять к миске. Ага, серверы Destiny недоступны. Интересно. Почему? Не знаю. Забавно. На сайте прочитай, почему. Плановое техобслуживание. Типа сейчас обновляют они 8, да? Не знаю. И до скольки? Походу до 17... Ой, до 19. Часто. И что делать, блин? Раз. Блин, а где они там? Куда-то. Нам доставили хрупкий груз. Заберешь? Это работа Вито. Тогда нужно встретить партнеров в городе, и их будет 9. И это работа Вито. Ходится ни хрена. Поездки инвесторов. И это тоже работа У них написано на то, что типа новенький. 8 до 9 будет техобслуживание. Сейчас вырубили. Официальных дилеров и по телефону 8 800 200 0206. А, или под... Ну да, с 8 до 9. Какого хера сейчас не работает, не знаю. Привет, гном. Да, с новым стримом, только он не работает ни хрена. Игра почему-то не работает. Не хочет. Угу. Сейчас... Блин, я не помню, кто это. Шас. Евгений Егоров. Ремикс «Отпусти и забудь». Так. Продолжим. Так, кота, не лазь по клавиатуре, пожалуйста. Так она тебя и послушала. Наивный. Removed from active. 5.45 ДТ. 12.45 ют.
Нихера, блин. Короче, походу до 9 вечера хер зайдешь. У них какое-то техобслуживание долгое. 12:45 UTC это сколько получается? А ты уйди, блядь. Не матерись. Тем более на кошечку. Эта кошечка смотрит, как открываются окошечки. Я знаю. И за мышью наблюдает. Хозяйка. Это у тебя еще корабль не летит. Ам. 18. Так, 15. Не 15, 12:45. 3 часа назад. Охренеть. С 16:45 что ли начали их обслуживание? Херня какая-то. Сейчас. У меня миска жижни получилась. Мейнкуна завели. Это не мы ее завели, это она нас завела. Мы просто ее рабы. Жопа, у тебя тут крошка в голове. Ходи. Подожди, ты, блин, дергаешься. А, молодец. Не знаю насчет отдельных серваков. Попробуем. У тебя. Да я с этой, блин. Че, выходим? Ходи. Ходи. Кушай. До 9 говоришь? Ну это не точно. Ладно. Сейчас, чё?
Сейчас, что там? Не хватит она. Куда? Кто говорил? Казана. Не, вот грызть. Не особо. Подожди, и в баню со своими подписками запариваем. Чё? Я тебе звонил. Я тебе не звонил. Дискорда, что ли? Я просто из звонка не выходил. Это ты вышла, блин, у тебя на телефон переключил. Так вот, нет, мы... Ну как? Кому интересно, лучше. Мне интересно, не лучше. Так. На улицах или на стадионах мы никогда не играем одни. Звезды сияют здесь ярче, но они никогда не делают этого в одиночку. За каждой суперзвездой стоит команда. За каждой командой. Так вот, нет, мы... О, как? Не, стой. Кому интересно? Стой. Мне интересно, нет. Так. Все. Как бы мы ни играли, как Стой. Тебя слушать не интересно. вместе. FIFA 21. Так, котейка, подожди, блин. Уже в продаже. Так вот, нет, мы... О, не, стой. Кому интересно? Пашка, уйди, не вижу ни хрена. И тут и там передают. Это до чего техника дошла, как называется. Я просто пока настраивал тут, всякой хренью занимался. Так, в общем. Да. У меня еще и мышка выделывается. Пример крайне технологичный, да, просто вовремя не забыл.
Погнали. Итак, уважаемые дамы и господа, что вы хотите посмотреть, пока игра ни хрена не работает? Видос. Так, котейка, ну, надо. Ну да, бабуля года зачетная. Бокал поймала, а ребенка уронила. Объективно в плане чего конкретно? Ладно, пока все равно болтаем, если не против, то Сквидмара. Ты не ешь. Я тебе сейчас отправлю в ссылку. Комфорт. А, да он все равно на английском будет болтать. Я чисто видосы. Блять. Сейчас, секунду. Дай мои таблетки на. Кошка, наркошка. Best and how to use them. But I wanted to focus it down to the 5 techniques that I wish that I had in my toolbox when I got started. And I took this journey myself about 3 years ago. And deciding to not put on a proper... В плане суждения по вопросам тактики действий подразделений. Ну, видишь, насколько я помню, он сам там, сколько лет, 20, по-моему, работал в каком-то подразделении спецназа. То ли армейского, то ли еще чего. Ну, не знаю. Так периодически смотрю, что-нибудь интересное есть. Они не смотрел по игре Тарков, они сейчас 4 серии фильма сделали, Рейд называется. Нет, у нас вообще техники нету. Ну, как бронетехники. Number 2, layering. Layering is probably the most common way of using a brush and adding highlights to your miniature. For me, it's about 90% Разборы фильмов. painting process, and it's the thing that I enjoy the most. And what is layering? Well, it's pretty much just common painting. Но они хвалили то, что типа эти режиссеры, там актеров нормальных так подобрали, там спецэффекты довольно-таки неплохие, там типа по действиям там в этом. Да. Ну шесть шабачки. Немножко шабачков. Ты видос смотришь или она мяукает? Ты видос сейчас смотришь или она мяукает? Она где? Около моей ноги. И хвостом мне по ноге херачит.
course, there's a lot to placement of highlights to make these things look great, but it's a good start to at least practice layering because that's the technique Ну да. I use the most and it's the thing that's gonna speed. Он вообще говорил, что там каких-то ЧВКшников вроде задействовали. Реальных. Number 3, wet blending, or as it's called in some scenes, wet on wet. It's a technique you can Так, ладно, нет, это position between two different tones, она получается. starting on one end Мы and так вот сделаем. the one. А вот It's это вот called так. wet blending because you blend the different colors on the miniature before they dry. The most common paints that we use on miniatures is acrylics, and these paints dry very fast, meaning that if you use this technique, you need to be very fast, relentless, and fearless. I like to load up a lot of paint on my wet palette so I can work fast between the different paints without hesitation. You might have to go back and forth between the colors that you have to get the effect that you're looking for, but be brave, go a bit nuts with this. For this flaming sword, for example, I'm going from red to orange and doing it fast. Since orange have a little bit of a low pigment density, I sometimes have to go back twice to немного make чего sure I разбирали. get a full coverage. But with other colors such as У green or него blue, одна you из should be последних fine тем just была, to он там layer. с And when каким-то, dry, as you can see, it looks pretty damn sweet. короче, из But before we серии, continue типа он with this list, разговаривал, let me talk помню, about this week's sponsor, в плане Titancraft, того, who что made a типа в software where I головнике can насколько customize any monster I целесообразно want, там just командиры, like the one I'm пулеметчика и снайпера painting иметь. today. Titancraft is Они a там two-man целые team часа consisting полтора, of наверное, Jared сидели. and Andrew from Arizona. About 4 years ago, they made a D&D customizer called Desktop Hero, where you can make a hero pretty much any way you want. Over the last period, these two guys decided that they wanted to up their game a bit, not only making heroes for D&D, but actually letting you customize monsters and encounters in any way you want and have them delivered to your door. How about an aberration with spider legs or a T-Rex with angel wings and a classy hat? It's really up to you to decide how much you want to scare your players in the game. They are currently running a Kickstarter where they have options for 14 customizable monsters. You'll be able to design your own monsters and get them both as physical copies or 3D printable files if that's what you prefer. At time of filming this, they're about 600% funded, with new monsters being unlocked in the stretch goals. They also have a demo where you can play around with the custom aberration right now. So if you're the least interested in this cool project and the monsters, please guys, check out the link in the video description and maybe try out their demo for the aberration. Number 4, dry brushing. A lot of these names are really self-explanatory. Okay. Dry brushing is a great technique. A lot of people discard it as a simple technique for beginners, but it can be used in so many versatile ways. One of my friends, Byron, over at Artis Opus, have done amazing paint jobs only using a dry brush. And it's really a great technique if you want to add highlights quickly and define features on miniatures in a more general shape. There are many different schools and ways of dry brushing, but the way that I like to do it is to use Я, кстати, так и не что-то туплю с этими субтитрами. Комфортная осень с Памперс. Скидки до 55% на Wildberries. Трусики Pants. Сухость и защита кожи до 12 часов. Трусики и подгузники премиум К. Такие мягкие, что малыш едва ли их заметит. Выбирайте на Wildberries. Объясни мне, как тут субтитры включить русские. Они по умолчанию
You can also do it with old regular paint brushes that you use for miniatures, but once you start dry brushing a miniature with a brush, the brush pretty much gets ruined for details because the hair starts Такой перевод. pointing in Ну, all блин, kinds of different корявый будет, directions. скорее всего. So my recommendation is to use a brush that's already destroyed or one that's specifically made for makeup or dry brushing. Load up the paint you want to have in your brush and make sure to wick off all of the excess paint on a piece of paper, a piece of wood, or whatever you have that can remove the paint from your brush. And once the brush is pretty much dry, then you can start brushing Да-да, я on понял, your уже miniature спасибо. wherever you want the raised edges to be highlighted or darkened, depending on which color you have in your brush. The good thing about dry brushing is they leave all the recesses, the nooks and crannies, all of these areas that are folded inwards without paint, and all the ones that are raised will be hit by your brush. One thing to note when dry brushing though, make sure that the brush is really dry before painting. If you don't, you're going to get speckles and weird spots of areas where you get these big blotches of paint, so it needs to be really dry. And also with some dry brushes and some ways of dry brushing some paints, you'll get this. Да, я, в принципе, и на английском более-менее поднимаю, там, понимаю. Единственное, что какие-то специфические слова. Dry brushing that super expensive model that you just picked up. Make sure that you know how your brush works and how it feels with that specific paint, so you don't ruin a really nice model with dry brushing in a way that you don't know exactly how it works. But sometimes these textures actually adds to the miniatures, so it doesn't have to be a negative thing that you get these super fine speckly textures. Мы в России вряд ли. За границей они как... Number 5, edge highlighting. Edge highlighting is a fantastic technique to frame different parts. То, что они есть, это... But use it wisely, because if you overdo it, you're going to have a super cartoony effect. На самом деле, как оно... And that doesn't have to be negative, but if that's not the look you're going for, be a little bit more selective on where you put it. When wanting to edge highlight something, it can really make parts of miniatures pop quite a bit. And when edge highlighting, you're not using the tip of your brush like you do when you, for example, do layering or wet blending. You're actually using the side of your brush against the edge of the miniature. Видимо, это немножко... Альпенгольд представляет народное голосование. 30 новых вкусов, созданных всей страной на alpengold.me. Pond. And this week I'm not mentioning Sergio Calvo and Antonio Peña because I mention those every week. So let's just get cracking. Number 1, Rodrigo Acore. Ooh, that sounds fancy. Many Spanish names here and my Spanish isn't the best, so I'm sorry in advance for Spanish pronunciations. Rodrigo Acore, like all of the painters on this list, is an amazing painter. Definitely one of my all-time favorites. The way that he works with color and contrast, both in color and light values, is just beyond me. Like every piece that he does just gives me so much inspiration to try out new things and try to work with colors in different ways. A lot of the painters on this list focus on busts and large scale, but Rodrigo Acore is on the opposite side. He focuses mainly on the small scale, like Games Workshop and similar models, and he just does it so fantastically that even 32mm figures are painted with such detail that they look like they're huge, like 100mm figures or something. And I think that's a skill that's one of the best that I've ever seen. And the list just goes on and on with awesome figures that he painted. His Idneth Deepkin are jaw-dropping. His large-scale stuff, like the busts that he painted, like I don't even know, like I'm speechless. Rodrigo Acore is amazing. Вы тоже любитель Вахи, что ли? Pick his brain a day. There has even been instances where I picked up Я miniatures that недавно firstly when I saw the sculpt, I thought Раской миник, но я, блин, и так мы будем Викой настолком минки красить все. Там до хрена красивых. Если, в принципе, хочешь, я тебе могу даже некоторые из них показать.
many different levels. Outside of the obvious that he's an amazing painter, he's also an amazing teacher and an amazing sculptor. And he's one of those painters that got me to rethink the way that I paint the Так вот, что не говорил, не договорил. Недавно что-то разговаривались, ну, я за краски начал там с ребятами с магазина интересоваться. Он говорит, типа, подожди, сейчас я там такому напишу, с ним поболтаю. Короче, дошло до того, что он меня закинул ВКонтакте в конфу, говорит, там Games Workshop, ну, краски, короче, инструменты, вся хрень такая. Типа скидон. Если что-нибудь, говорит, будешь покупать, на кассе скажешь, что ты в конфе и покажешь, типа 15% скидка на краски все. А там конфа тоже, там Warhammer, Sigmar. And of course, this orc bust, that's just one of my favorite orc paint jobs ever. So that's why you should follow him. Number 3, Arnau Lazzaro. I probably slaughtered his name, but it's fine. I'm gonna slaughter everyone's name today. Arnau is one of these painters whose work I just love to analyze. Every time he posts a new miniature, I like to sit there for 10, 20, 30 Я вообще случайно наткнулся как бы на это. Он мне просто с утра написал, типа, я тебе, говорит, вчера забыл сказать, там есть такой вариант. Я говорю, да добавляй. Larger than life. Just take a look at this model car, for example, that he painted. It looks almost more realistic than a real car does in real life. And the way he's able to tell a story through light, I've shown this before in a few videos, and it just keeps inspiring me even after I've looked at this miniature like 200 times. It's still it's inspiring. That's the right word. Definitely one of my favorite as of late. Number 4. The Secret Workshop, or Maxime Panot as he's called. Ну, не хочешь, не верь. One of those painter who is Я правда случайно. at painting small scale as these large scale stuff. And the way that he makes the smaller scale things look so realistic and so detailed, mind blown every time. Сейчас что-то большинство начинает присматриваться к Infinity. Но мне что-то не нравится, что там и модельки металлические, и сам сеттинг там киберпанка. It's a skill that I don't have today, but I would love to get there sometime. And there's a reason why he's had a slam dunk the last year with the Slayer sword and the second place in the Ever Chosen painting competition with his Myrmidon and the troll that he did. Is 2 incredibly amazing paint jobs. And on top of being an amazing painter, he as well is a ridiculous sculptor who has done such amazing conversion of different Games Workshop pieces. And he also makes his own figures, but it's just so inspiring to see his work, so go follow him. Number 5, Andy Wardle is someone who's a bit newer on my list of favorite painters, but he deserves so much to be there. When it comes to painting Games Workshop figures, he is such a beast, and he also does busts and does this ridiculously well. The way that he gets да много у кого есть. По Вархаммеру есть тип. Блин, забыл, как его канал называется. Он, короче, каждый день стримит, но он в основном этот болтает там. Так тоже довольно часто красит миниатюрки. Да много народу, кто настольщики, варгеймеры, до хрена красят во время стримов. Сидят, болтают. Может, когда-нибудь тоже этим займусь. One of my favorite painters when it comes to painting realistic things, especially realistic skin, I feel like he's somewhat of a master. The way that he does skin is, again, so inspiring to me, and every time that I am to paint skin, I always look at some of his work first to see if there's something new that I can catch and be inspired by and try out on my own works. So, yeah, if you want to learn how to paint skin, analyze his stuff, because it's badass. Badass. Number 7. David Soper is sort of the godfather of painting. Допуск у всех есть вопрос, какая категория. У нас, грубо говоря, самая такая
Простенько. over 30 years ago or in that range that he did like a Nurgle tank, and he's currently working on making an updated version of that that's more up to date, because now I guess when you compare them it's not as good as the stuff he does now. But he's been painting stuff at a world-class level for 30 years, even with breaks, and he comes back, he's just slaying it, winning Slayer swords, and all the painting competition that he enters he's either first or second place. I don't know how he does it. He doesn't paint as many miniatures, so you don't have as much to be inspired by, but the stuff that he has, oh my god. Some of my favorite paint jobs ever is this Gutrot Spume that he did a few years back. Как раз видос через 5 лет. Оглашать всякие эти, блин. Как это, диванным экспертом стать? A lot of blog posts about how he paints things, so there's a lot of things to be inspired by from him. Just take a look at this Castellan robot that he's doing right now. I mean, the amount of detail. Wow. With his paint jobs, he makes me realize that the figures have details that I didn't even know that they Но это не had. он сам, он, короче, показывает типа топ-5 или топ-8, топ-8 художников, которые занимаются миниатюрками. А сам он, да, он тоже довольно-таки круто красит. Ну вот два таких вот, Сквидмар и Миниак, вот, два самых таких знаменитых. Was a large-scale 75mm version of the Games Workshop model Ulrich the Slayer. This is the original one, and this is the one that he did. And the paint job, it's seriously more like a painted artwork than a painted miniature. I have no idea how he's that good, but he is such an inspiration. And that's pretty much the keyword through all of the things he does. Everything looks more like an artwork, a piece of art, than a painted miniature or a gaming piece or whatever he's painting at that time. And I want to reach that level, so I'm inspired by him. You should be inspired by him. And that Ну да, everything. ну я не знаю, сколько лет каналу, но, блин, 95 тысяч подписчиков на миниатюрке. Ruben, please. Это тоже довольно-таки до хрена для такого дела. So guys, that's it for today. I hope you had a little bit of fun, got a little bit inspired. Leave a like, subscribe if you want to see more hobby videos, because I release new. Тут где-то были какие-то эти, у него чемпионаты, он приглашал людей. Вот, например, Hey friends, здесь вот, you're watching скорее всего, сейчас будет. Miniatures, and today I'm gonna take you through the process of me painting a miniature and what my mind goes through when I paint them. This video is sponsored by Titan Forge. The thought process of painting better miniatures and getting better at painting miniatures is different for everyone. But I kind of want to Ну, у take нас you through my step-by-step как бы некоторые of снимают, но how там для I отчетности make my чисто. miniatures look Так у better. нас And редко what that кто means is таким pretty занимается. much from the start, when I select which miniatures to paint, and to the end, all the way through all the painting processes, and when I look at the miniature while I'm painting, what I need to improve, etc. And hopefully this thought process can help you when you paint, so that hopefully you can take the next steps in your painting process as well. So the first and obvious step is obviously selecting a good miniature that I can make look good. So, for example, like Мне, ну, самое интересное, что нравится, он, короче, находит такие, блин, места с ссылками, то, что 3D-модельки самому печатать можно. И он по возможности, короче, делится этими ссылками у себя всегда. Потом мы будем лишний груз таскать, и просто как бы у нас не принято такой херней, и как обычно там собственная безопасность тоже мозги делает периодически. Что-нибудь. Was this vampire called Jesus, and I really liked the way that he has like the open chest with open muscles and a good face to paint and highlight on, and I also like the Понятно. way it falls. Я вот такой себе хочу So it's взять. a really good sculpt, and that's always a good place. Но проблема в другом, то что на нем особо мелкие не попечатаешь. Для Go to the places where маленьких нужно эти, it's not overly типа detailed and фотополимерные. taking attention from the face or his weapon or armor, for example. So that's a good thing, again, a reason why I selected this miniature, because I feel like it will be easy to paint it well, put focus Ну, on хрен его his знает. skin and his face.
Вот надо с человеком, знающим, reason why I really like кто this этим one was the пользуется, pose. It's a very разговаривать. dynamic pose. It's easy for you to create your own story of where he is, kind of rising from the ground, maybe having servants underneath him praying to him. So it's a good sculpt, and that's a good place to start. When I have the miniature primed and zenithal highlighted, it's time to analyze the figure. Before I add any paint on a miniature, I try to decide which colors I want to have on them and which colors work best together in a composition for this specific miniature. I really wanted to keep it quite simple with dark, almost foresty tones with a green cloak and almost a turquoise or a purple somewhere in between that skin tone. Since the sculpt was so good with this specific miniature, after the zenithal highlighting I had a really good base to work from. I really didn't have to paint a specific base coat over the whole skin tone. I could just use some inks to kind of glaze in colors to color the skin tone. I started off with magenta from underneath it to give that magenta tone in the shadows, and then when that was done I added a turquoise ink, very diluted, thinned down just to cover the highlighted tones. And with this simple step I already have a really good shadow and mid-tone on the skin tones, and from that I could just focus on the highlights. When I analyzed the miniature after the first step, what I noticed was that it felt like all of the skin tones was very medium. I needed some focus to be on the center of the figure, so I decided to add more of the highlights on the center of the chest as well as on the face to draw more attention to the center of the figure. Ну, что-то художественное явно есть. А так, ну, не знаю. В принципе, вот люди, до хрена кто говорит, даже типа, если ни хрена не умеешь, там, ну, сколько, миниатюрок через 20-30, наверное, более-менее так нормально научишься. То есть... Да, давай. Новый канал. And with these few steps, we already have a really nice looking skin tone. It's time to block out the cloak. Он сначала наносит грунт, потом по этому грунту тонировку, потом, блин, начинает накладывать базу, высветление, затемнение и тому подобное. My thought process when highlighting cloaks and other type of clothings or materials that's not metallic or skin, I always try to figure out where the light would be falling. And I say this in Ну до хрена, у него там где-то видосы есть и обучение, там что зачем. У нас вон в этих магазинах вот как раз в пятницу, не в пятницу, в субботу, он с этим пацанчиком пойду этот. Он там час дня будет мастер-классы по покраске проводить. Буду сидеть смотреть, что он там делает. You don't need to do the fancy blends at this point. What's most important is to figuring out where am I gonna place the highlights. I'm base coating all of the metallic parts with a thin down Vallejo Dark Sea Blue. Да. Наши дебилы просто, блядь, начали, как обычно, всякую херню пихать. Типа, кто-нибудь хотите, полишаем процентовку там и тому подобное. Мудаки, как обычно. So here you get to see a simple example of how I painted in a bit of mid-tone shadows and a little bit of the highlights added, but I felt like there was something missing between the mid-tones and shadows, so I adjusted on the go
as I felt that there was something missing. And that's one of the things in the mindset of making stuff better, is to not just be satisfied with what I've done because I've already done it and don't want to mess it up. У нас тоже там несколько человек болели. Changing stuff or addressing whatever needs to be fixed. And now that I got a more smooth transition between the deep shadows and the mid-tones, I feel like when I added in the highlights, they look so much more natural, and I don't have that ridiculously high contrast that feels unnatural. So it's time to jump in on the metal. I want to make something that's a little bit different than what I normally do. I'm going to start with the dark sea blue, and then I'm going to work up into like a yellow highlight. So I'm using sunny skin tone as the highlight color. Normally when I do steel, I work with just white and go up to white, but I want to have more color in it. Мне тоже интересно, насколько сколько надо, блин, красить миниатюрок, сколько запороть, чтобы вот так вот научиться. Это херня, мне больше интересно, как они глаза там выкрашивают, это вообще капец. When that was done, I went on to another step. I did something else because I felt like if I would have painted more on the metal directly, I probably wouldn't have fresh eyes for doing it. I would just redo the same thing I did wrong the first time. The paint job itself didn't look bad, but it just didn't have that vibrant pop and that reflection of the environment that I wanted to have. Нет, цетон нельзя, цетон пластик разъедает. Я уже смотрел. Там идет Paint Killer, спирт технический и еще какая-то хрень, которая разъедает краску, но пластик не трогает. End result, I would guess. And that's another step to make a miniature look better. I want to separate the different parts of the miniature to make it clear what's what. So for the belt I used a more beige brown highlight, and on the pants... Ну, видишь, он базовый тон наносит, а потом высветление делает, затемнение, еще раз высветление уже более яркое вообще. This is one of the steps that I feel at least made me paint better miniatures, is learning how to separate different body parts from a miniature. If everything is highlighted with the same color, if everything looks the same, everything is just gonna blend together. This way we get a more focused miniature with all the parts separate from one another. This is another step that I think is super important to learn how to paint miniatures and improve, and that is taking breaks. I have taken a day's break to continue with the metallics of the miniature, and how am I going to improve it? Well, once I did my first take on it, I used a couple of references. I googled the internet, I found some non-metallic metals that I thought looked good, and with that I tried to replicate it, trying different things. I started out by adding first a brighter mid-tone. Adding more mid-tones to all of the metallics made it feel more like steel. And when I had done that, I again added in more of the highlights using the sunny skin tone. I reached a better steel color, but I still wasn't 100% satisfied. So again, I took a day off. Да капец, у меня вон, блин, пару коробок из амбицида есть, там, блин, в каждой миниатюрах по 60, по 70, наверное. And in the end, I came up with something that I was kind of proud of. I used different inks to add in different color reflections in the steel, and it all of a sudden started popping a lot more. I used some yellow inks, I used red inks, and I used green inks, and that just brought it so much more to life than it was before that.
Ну, такое увлечение тоже не из дешевых. On top of that, I added in some secondary highlights and some super bright spots using Vallejo Ivory. This step made it look 10 times better than it did before, and I'm super happy that I took this thought process, analyzing what I did and what I didn't like, and then tried to change it into something that was closer to what I had in mind originally. And with that, we got a super pretty miniature vampire from Titan Forge, this week's sponsor. And if you're interested in the figures that they create every month, you can join their Patreon, pay a few dollars every month, and you get a huge set of awesome figures to 3D print yourself for your games or for painting. On top of that, Titan Forge is on Monday releasing a completely new 3D printable game, and on Monday the 18th I will include the link in the video description, but that's 4 days from now, so I guess you'll have to wait if you're interested in that. And with that said, guys, I hope you enjoyed the video. Leave a thumbs up to make sure that the video spreads to new people. Subscribe if you want to see more hobby videos every week. If you're interested in any of the stuff that I used in the videos on my website squidmar.com, I have all of the tools that I use listed, and if you follow any of those links to Amazon to pick up stuff, they kick a bit of money back to the channel. If you want to support this channel even a bit more, you can join my Patreon. Now we are Встречай новинку от Cheetos. Играй со скелетом дополненной реальности. Страшно весело и Как твой ВХ будет? Альпенгольд представляет народное голосование. 30 новых вкусов, созданных всей страной на alpengold.me. What can we learn from the pros to get better at painting faster? This video is sponsored by Skillshare. Hey guys, you're watching Squidmar Miniatures and I'm Emil. So today's video is something that I really enjoy talking about because this is probably one of the things that I learned most from, or at least the top 2 things that I learned most from by practicing. And today we're going to talk about what we can learn from the professional painters out there to improve our skill faster. So with today's discussion, I'm hoping to just open your mind a little bit about what tools you can use to improve your painting and how you can think and just analyze things to just get better at this whole hobby of ours. So I got a couple of really impressive paint jobs here that either won competitions or from that I adore a lot. So let's just dive into them and talk a little bit about how we can start looking at images and just improve our painting from looking at other people's work. And guys, I understand that a lot of you are probably sitting around at home thinking, is this guy serious? Is he gonna sit around for 16 minutes just talking about how to look at people's photos? I do that all the time on Instagram. Yes, I am, and that's kind of the problem. We're so used today to just scroll by images on social media, whether it's Facebook, Twitter, Instagram, or YouTube, of course, that I really think we should slow down a bit and just really analyze these photos. Like, look at the tiniest details. Where the single stipples on a miniature is done. Can I see the brush strokes, or is everything super smooth? And this is the thing, if we want to take our painting to the next level and not just look at one thing and see that he painted green on this, we need to look at the details, we need to look at everything about it. So I think we should just dive into some of these images, and I can show you a little bit about how I do when I think about analyzing other people's work. And I don't mean just looking at images and getting hyped about painting a certain figure, but actually diving deep when you're looking at these images to actually see how the painters painted these things and what we can take away from it. So with this specific one, this is your favorite works, put them into your own stuff, and when you've done that, you've taken the best from Richard Gray, from David Soper, from Sergio Calvo. Once you have these things from all of these different painters collected into your piece, that's when you're gonna find your own style as well. So it's a strong reason to like really. And I'm going to show you one last thing, and that is a piece from Athayam Alonso. He painted a Space Marine once again last year for Golden Demon that just looks wonderful, and he pretty much just copied or got inspired by one of these artworks from Games Workshop. He just really went to the far end with this one. He's giving an homage to this piece, so I guess it's not copying it. And you can see that he analyzed everything here, from the smallest piece where
He puts the scratches here on the shoulder pads from the Space Marine. He added some of that Потому что кто-то носился, блин, по спинам, по жопам и головам. like the scratches and dents that the Space Marine have. Everything he used Гном, ты столько пропускаешь. every single piece. You can even look at the reflections of the helmet. That he copied this piece here, and he has this highlight on the other side. He has the light coming in from this side here, so it's brighter here than on the other side. Не знаю. It has a small sort of like reflection. Знаешь, все-таки смотрю. Let's get back to this one, and you can see that he did exactly the same thing. Highlight here, highlight from the bag here, light coming here, so you have more of a shadow on this side of the nose, and a small highlight going down this line. Может, это как-то от этого, от статуса зависит, у него вон сколько этих печатей висит. Something that you should take with yourself. As I said, this is probably the second most important thing to learn when painting is to really analyze. Use your eyes properly. Не знаю, написано, что до 9. Details and just get better at looking at art and get inspired by it and look over these things 1 time, 2 times, 3 times, 5 times. I looked at this piece from Maxime Penot probably. У этого, по-моему, больше. Да, это поинтереснее будет. Бронзовый прекрасно, как правило, не легионы. Ну, хрен его знает. Я не в теме, поэтому... I've never done K Army, and you got your battle ready scheme figured out. It's quick, it's dirty, and it allows you to plow through your army. Inevitably, you're going to buy a fancy schmancy character that you might want to look fancy and schmancy, of course. This model is too good for your peasant-like battle-ready scheme. You gotta spruce it up. I'm gonna show you in this video how I'd go about taking a simpler scheme and spicing it up for your special models. For this video, I'll be taking my Sister of Battle scheme that I showed off in a previous video and upgrading it for Tariana Palos, probably the coolest Sister of Battle model out there. Let's do it. Shout out to Andrew Walker for supplying me with this model. Thanks, Andrew. Step 1 is to figure out what I like to call the spirit of the paint job. What parts of the paint job are critical? Да, вон в этих магазинах целые боксы, там чуть ли не до 50 на 60, там 70 на 70 есть. Oftentimes this goes way beyond just paint selection. For instance, my Sister Battle scheme includes a variety of weatherings. Maybe I'd want Tariana to also have weathered armor. Looking at my paint plan for this model, I'd say the critical ideas are metallic red, black fabric, cream details. Ну, у него там вообще, я не знаю, коллекция какая. Единственное, я смотрел, он говорит, типа, ультрамаринов ненавижу, блин. У меня их настолько до хрена, что, блин, вообще терпеть не могу. Sticking to the warm side of the color wheel. So if I were going to add in another color, it might mesh better if it were also warm. Also, the most important colors are probably the red metallic and the black fabric because they take up the most space on the model. If I were to snip some ideas from this scheme, it'd probably be the ones that are less critical. Cool. We've melted down our scheme into this universe we want it to exist inside. Now, let's go about taking it to the next level. Side note, it looks like games work. Ну, практически то же самое, как под эти, под пистолеты делают и тому подобное. Под страйкбольное оружие. Там ударопрочные, внутри поролоновые вот эти вот вкладки. Специальные, мягкие. Damn it! For the battle-ready red armor, it was a simple process of a silver base coat, a red wash, and then some silver sponging. I think the best way to improve this would be to increase the contrast and also make our weathering more intentional. So, let's give that a shot. We'll begin by taking a silver color and mixing in a dark brown acrylic paint. This will dull down the metallic and also make it darker. You might ask why I used brown instead of black here. Well, eventually we'll be covering the model in translucent red, and I felt like having some warmth in our shadows would be nice versus just using straight up boring black. Do I have any idea if the end result would look any different if I used black versus dark brown? No, absolutely not. No clue. We can use this as our base coat for the red armor, and from here we can start to work in some highlights.
Using less and less of that acrylic paint and more metallic paint, our silver begins to get shinier and also brighter. While working up this highlight, I'm not going for a super sexy blended effect. Instead, I'm hiding my transitions with dots and little micro scratches with the very tip of my brush. This idea is cool because it allows us to simultaneously highlight and shade in this more difficult way while still existing in the same universe as our other weathered battle sister. We want to take this highlighting and shading to a very contrasty place, and that'll become obvious why in a second. I also made sure to recess shade the various details with my darkest shadow color. This means I won't need to do much future recess shading. When our sister's silver is sufficiently seasoned, we can now move on to our next step, which is to cover up all of our hard work in a translucent red color and pray to the Emperor that all of it was not. У них там специальные книжки по этим, блин, по теории, по практике смешивания. Как эта поляризация происходит цвета, как он делится, как смешивается. По 3-4 книги у каждого из них. Since metallic red is a critical color of our scheme, I didn't want to mess about. I did, however, apply it through an airbrush instead of a brush. Because I've already established all of my highlights and my shadows with my undercoat, I don't need to douse the model in this stuff to have it act like a wash, which is what contrast paint is normally applied like. I applied this slowly and with multiple layers of thinned down Flesh Terror red. Because I went air quotes over the top with my contrast, I can afford to lose some while applying this color. I've never done this before, so I don't know what it's going to look like, which illustrates another reason I love painting characters for 40k. You can experiment and grow as a miniature painter while still painting up cool stuff for your army. Maybe I can discover small new ideas that will impact the future troops that I paint. Luckily, after a few thin layers of Flesh Terror red, it looks pretty good and we can move on to the final step. With some black, I'll paint in some dings and scratches along the raised edge of the armor. In the Battle Ready scheme, I used a sponge and applied this weathering step haphazardly. But, like I mentioned in the beginning of the video, I'm being more intentional now, which hopefully ends in a better result. Sometimes trying new things out actually results in the process taking longer and looking worse, but that's okay. We'll get better each time we try. I took the same bright silver as I used on my undercoat and highlighted beneath some of those black scratches I just added, and also applied some silver to various edges. While I work on the weathering, let me tell you about today's sponsor, Surfshark. Privacy is a weird thing. You kind of take it for granted until your privacy gets violated. In a world where the landscape of the internet is changing constantly, maintaining some form of privacy in the form of anonymity is important. Surfshark is a VPN provider looking to offer that anonymity by encrypting your personal information that often gets mined without your knowledge, in addition to all sorts of other features. Surfshark enables you to save on roaming mobile charges via being able to mask your location on your phone, and using that same feature on any device, you can watch Netflix content available in any country at any time. You could then use that ability to watch The Social Dilemma on Netflix, which will make you want to use your VPN even more. Surfshark also protects your identity while being able to monitor your email and password usage across the internet to inform you when you've been compromised. Use promo code MINIAC to get 83% off plus 3 extra months for free. Surfshark offers a 30-day money-back guarantee, so there's no risk. The link is in the video description. All right, back to painting. With the weathering step complete, that should finish up the red armor. Let's move on to the black cloth. In the previous paint job, I did a really simple edge highlight on the cloth, so a really easy improvement would be to highlight this volumetrically, which is a really fancy word that simply means what it would look like in real life. This means we're going to consider all the shapes and volumes in the fabric and highlight and shade it accordingly. If you need help with that idea, I've linked a video in the description that will walk you through the process. Just like the red armor, I also applied the highlights in a scratchy way instead of a smooth way to really emphasize the weathered feel of the entire model, not just one part. Another improvement opportunity of the black cloth of the previous Battle Sister was that there's just so much of it, so let's break it up by painting the inside of the cloth a different color. Like I mentioned earlier, if we plan on adding another color to our scheme, it might help to stick to a warm tone. Alternatively, a neutral color like gray might also work, but I went with a maroon color. It's warm, and while it may seem a little bright right now, once I apply some weathering to the bottom of the cloth, it'll tone it down nicely. Although trust me, I wanted this hot pink to be as hot as it could be. The last area where we can definitely improve is the face. The last time I painted a sister battle, it did not turn out so good. Apparently with my paint job, I discovered the missing link. I learned some lessons and I'd like to apply them now.
One of the problems that I caused for myself was that I started with a color that was too dark as my base coat. This in turn caused my sister's face to have very strongly defined features, and women often have softer features. So I started with a lighter skin tone this time, which ended up being Видишь, он в очках сидит. Once I had the base coat done, I worked on Хрен the его знает, eyes, честно starting говоря. with a base coat of dark brown. You might make a Достаточно mistake хорошего at this зрения, мне point, but that's кажется. totally okay because we've only base coated the flesh color, so you can just paint right over it if you have any mistakes. Then I fill in the eyes with some off-white yellow, making sure to not cover up the dark brown. I want some separation between the eyes and the skin. Lastly, with the dark maroon color, I paint in some irises, and I'm all done and can start highlighting the flesh. I start by mixing in some off-white yellow and white into my original base color. With this new mixture, I start applying highlights fairly heavy-handedly, at first targeting her cheeks, nose, forehead, chin, and jawline. As I mix in more and more of that off-white and white into the flesh tone, the size that I operate in shrinks more and more. Eventually, I'm targeting the very tip of her nose and nostrils, the very peaks of that scrunchy thing below her nose, the skin right below and next to her eye, and more. Lastly, with some watered down red paint, I glaze some warmth back into her cheeks. Highlighting with white often can result in someone looking a little more dead than you intended for, so it helps to bring some liveliness back. Comparing my two sister battle face attempts, I think I made some improvement. However, I have more room to grow because I handed it off to my wife and the first thing she said was, "This looks like a man." The last of the details didn't get much special treatment, so we'll fast forward through that part of the model. Бомба, да, вообще? That's Sister Terriana Palos all finished up. If I could summarize my thoughts on painting a character for your 40k army, it'd be to stick to your palette for approximately 85% of the model and to not add any zany colors. Figure out the feel of the model and experiment with techniques you think will get you there. Does your model have a weathered appearance? Try out stippling. Maybe you would like some creamy blends on your Space Marines? Give wet blending a shot. I know it might seem a little backwards to experiment on miniatures that you care about, but I find it's helpful to do it this way when I'm working on only one miniature as opposed to 10 at a time. This model will not be staying with me. I'm shipping it off to the Nova Open Charitable Foundation. It will be part of the Miniac 100k subscriber charity event that you guys all work so hard on. If you want to see it for yourself, I'll supply a link to the NOCF's current raffles. This one should be live by October 15th or near there. I hope this video has encouraged you to take your battle schemes to the next level for your characters in your army. Don't forget to experiment with different techniques and materials when doing this as well. Maybe it won't turn out, but that's okay. Life moves on and we acquire more plastic crack than we know what to do with. You can take your learned lesson and apply them to your new minis in the future. That's going to do it for this one, guys. Thanks for sticking around to the end of the video. If you like the channel and you want to support it, there are a number of ways that you can do it. Namely, a Patreon campaign with a bunch of fun rewards, like a Discord server where you and I can hang out any day of the week and chat about your miniature painting projects, or how Sisters of Battle are just female Space Marines. You can also support me by buying hobby equipment that I recommend in the description below, or buying the model that I produce called the Duchess, along with a digital course that teaches you how to paint the model in full. All things linked in the video description. Subscribe or die! But most importantly, don't forget to paint more minis! Hi, my name's Scott the Miniature Maniac, and today we're getting crispy. We're getting clean AF. We're getting tight. Which are all great descriptors of Squarespace, this video's sponsor. An all-in-one platform to build a beautiful online presence and run your business.
and shooting this video. I let my patrons decide which chapter I was going to paint for this episode, and they picked these guys. I hadn't yet explored purple with this series. I dug in straight away with the assembly process. For the most part, this stage is pretty simple. Clip the parts off, clean off any remaining sprue and mold lines with an assortment of tools, and glue the parts together. There are a few tricks to this process, however. On certain surfaces, particularly rounded ones like shoulder pads or knees, etc., I tend to clip the part off with some sprue remaining. I find if I go up against the part, I end up removing a chunk of it with the sprue. To remove the remaining bit, I take an X-Acto knife and cut on an upward angle, working around the part to be removed until I essentially have a tiny pyramid of sprue left. I then sand the rest away, and now my shoulder pad is nice and clean. To make painting easier, I left this model in sub-assemblies. The big shield obscures a lot of the model, as does the knee/holster part and the back. Такой, который он сейчас раскрывал, показывал. Super clean result, so I don't want these parts. Да, стопудово еще и играют, наверное, Nothing will думаю. get in the way of my crisp edge highlights. I would not recommend doing this degree of subassembly for an army paint job. If you want a really nice one-off result, then this is worth it. But for an army, it is absolutely not. I tried to keep the pegs for assembly intact, so I drilled into them for my pins. I used a tiny amount of superglue to keep the model adhered to my pins, such that later when I assemble the model, it takes very gentle twisting to remove the part from the paperclip. I attached the main model to a chunk of wood with double-sided tape, and that was the assembly phase complete. Кстати, двусторонний скотч тоже идея нормальная. To begin the base coating process, I primed the model in gray. I like gray because you can get coverage more easily over it with an airbrush when compared with something like white or black. Once I had a nice even coat of that, I applied the main purple color with my airbrush. The Hawklord scheme is mainly purple with a yellow accent color, some gold elements, and a black aquila. The purple I was shooting for, from what I could tell from online sources, was something of a magenta. I mixed together Nagaroth Night and Screamer Pink in a 1-to-1 ratio to get the color. Я знаю, там под каждый легион, по-моему, своя книжка, да? Several thin coats with the airbrush. It's important to do enough coats such that you reach full opacity. For me, I did about 5 thin coats. With an airbrush and a hairdryer, you can knock that out in less than 2 minutes. It's important to reach full opacity because later on, we'll need to use this mixture to fix mistakes we will inevitably make while edge highlighting. And if I don't apply sufficient enough layers, you'll notice a difference between the airbrush purple and the paintbrush purple. Because I had this model in so many sub-assemblies, I was able to airbrush other various parts in Flash Gets Yellow to get a nice even coat of that as well. You may notice something different about how I'm painting this model in comparison to previous episodes of Heavy Metal Marines. This time around, I opted to base coat every part of this model before moving on to shading and highlighting. Typically, I'd finish the power armor first before base coating any other part of the model. Applying all your base coats first has its advantages. You get the messiest parts of the paint job out of the way first, so that later Типа скидываешь битву отрядов, битва армии и тому подобное. with future base coats. You also get to see an approximate end result earlier. With a model like this where the scheme is predetermined, it's not as helpful, but if you are making up your own scheme, base coating all the parts first lets you see what your scheme will mostly look like earlier on in the painting process, meaning you can make adjustments now before you've invested time in the miniature. I painted the various other details in Mournfang Brown and metallic parts in Retributor Gold and Bolt Gun Metal. Yes, I still have a pot, and no, you can't have it. The Aquila and various joint tubular thingies in Abaddon Black, and the cloth in Xandri Dust. I took my time with the process, making sure each had a nice, smooth coat of paint. To achieve the Heavy Metal style, you need to be patient and deliberate. Затем. The next step we'll do is shading, which will start to carve out a lot of the detail of our Blade Guard veteran. The majority of shading on our Heavy Metal Space Marine is exclusively panel lining. That is, very thin, dark lines that run along the recess of each detail. To spice things up, I tried a different product for some of my panel lining. Recently, I was watching a video on the new Cult of Paint YouTube channel, and Henry suggested using contrast paints for panel lining, so I gave it a try.
For comparison, I did the backpack in what I normally use, which is a black paint mixed with a black ink. The contrast paint was a lot more forgiving to use because it tends to sink into the recesses naturally. However, I found that the black paint and ink mixture created more of an obvious result while also not being as forgiving when making mistakes. No one method is correct. It depends on what you're doing and what you prefer, but I'll personally be considering contrast paints more in the future for recess shading. And by the future, I mean right now. I use Wildwood contrast paints to panel line the gold, but it wasn't the greatest for recesses that weren't super pronounced like the details on the shield. So for parts like that, I resorted to using Rhinox Hide, a normal acrylic paint. For the yellow, I learned my lesson from the Imperial Fist episode and used Mournfang Brown as opposed to something darker. Using something darker means that it's significantly harder to fix your mistakes with Flash Gets Yellow, which is about the worst paint when it comes to coverage, and it's not solely because it's yellow. There are plenty of good yellows. This one is just total balls. Model kit painters are screaming at their monitor right now and angrily typing comments about enamel or oil panel liners, but you guys gotta understand. People who paint Space Marines are scared of products that don't say Games Workshop on them, and we're breaking out Tamiya Clears later, so I don't want to freak anyone out. One thing at a time. Everything gets a recessed shade other than the cloth because sand and dust will end up being the darkest color. Now, I often crap on Heavy Metal for sticking to the tried and true methods they always use, but they often branch out, and a perfect example of that is on the box art for the shield trim. You can see that in the corners of the gold, it gets darker, so let's try to replicate that. Using an old chestnut ink from GW, yes, I still have a pot, and no, you can't have it, I glazed toward each corner from both sides in several passes, allowing the ink to dry in between each step. Each step I'm also covering less and less of the gold trim so I develop a transition. You could do this with normal paint, contrast paint, and even shades and get similar results. If you need help with glazing and many of the other techniques that I mentioned in this video, check out the description. I'll have videos linked there that deep dive into specific techniques so you can get the full story. Chestnut ink wasn't really dark enough to replicate the exact effect from the box art, so I popped on a little brown ink in the very corner to pump up the jams. Pump up the jams! Pump them up! With that complete, that should finish up the shading of this miniature. Now we're on to the step that makes this Marine really pop and look like an Heavy Metal Marine. Highlighting. Most of the highlighting in this step is edge highlighting. For the power armor, we'll do 3 separate edge highlights. I take my original purple armor mixture, and to it I add white and ice blue in incrementally increasing amounts to get my 3 edge highlight colors. I absolutely love highlighting purple with a turquoise or a light blue color. It gives it a really cool look. For your first pass of edge highlights, make sure the line is wide enough such that you can fit another line wholly within this first one without covering it all up in the next step. Just like with recessed shading, edge highlighting benefits from paint that is thin enough such that it flows off your brush nicely while not being so thin that it requires multiple passes to get opacity. You don't want to be redoing edge highlights multiple times with the same color if you can avoid it. For this reason, I typically use opaque inks to mix my edge highlights because they're thin while still partially opaque. But again, Liquitex scary big time. Liquitex? That's not even a hobby brand. I just stuck to normal acrylic paints and honestly, it gets the job done just fine. For the last purple edge highlight, I focused mainly on the corners and sharp points and not every single edge. While I finish that, let me tell you about today's sponsor, and that's Squarespace. I don't have a personal gallery for my miniature painting art, so when Squarespace reached out to me to sponsor my video, I took it as an opportunity to use their platform to build a dedicated gallery for myself. For those who don't know what miniature painting is, like all of my family, this shows them in a succinct way. Importing images and dealing with alignment is made easy, and all while creating a website that just looks awesome. It's important that your gallery show your work while also being functional and beautiful itself. If I need to see a bigger resolution of this mini so I can see the crispy edges, it's as simple as clicking on the image. If you want to set up a nice miniature art gallery for yourself,
head to squarespace.com/Miniac to save 10% off your first purchase of a website or domain using the code Miniac. Alright, back to painting. For the yellow, I only did 2 edge highlights. I know, I'm slacking hard. Yellow is so bright a color that in my opinion, it doesn't really benefit much from so many edge highlights. You just can't see them all. I used a 3-to-1 mixture of Screaming Skull and Flash Skits Yellow and a pure white for my final edge highlight, following the same guiding principles as on the purple. For the gold, I used Liberator Gold for my first pass and Speed Metal from Scale 75 for my last pass. With this same silver, I also edge highlighted the silver parts. I find that with metallics, the edge highlights aren't as crucial as for the other parts like purple and yellow, because due to their natural reflectivity, the edges already look bright and shiny. Also, while I had this silver out, I went around to all the tiny little bolts and gave Конфетки сегодня на работе жрал. Paying attention to little details like these really elevates your end result. Ну, капец, у меня что-то горло ни хрена не проходит. Как бы не болит, но вот это вот расширение. A middle gray and a brighter gray that I mixed in Abaddon black and white. Part of the beauty of this painting style is that it's incredibly easy to follow, but technically difficult to master. There aren't many tricks, deviations, or experimentation. That isn't a knock on the box artists either. They're painting this way because that's what GW wants, and it's consistently good. Finally, for the leather, I simply mixed more and more Screaming Skull into my Mournfang Brown to get 2 edge highlights. For me, mixing my edge highlights with paint I already have on my palette is a lot easier than getting out more paint. I already have everything I need in front of me, and standing up is tough. On to the last bit of highlighting, and we're going to do actually something other than edge highlighting. Вам чего? We're going to work up highlights in multiple thin layers. Remember that phrase. Это мои конфеты, не лезь. Thin layers. With Xandri Dust, I'll mix in some Screaming Skull and begin my highlighting, focusing on pretty much every part that isn't a deep recess. I'm not necessarily looking for full opacity. Так, только, пожалуйста, на клавиатуру не лезь. The translucency of acrylic paint plus the technique of layering allows us to build up a transition with no active blending, like wet blending or glazing. For future layers where I mix in more Screaming Skull and now some white, I'm targeting the majority of it on the lower part of his abdomen that billows out and the upper part of his waist area, following the same principles as outlined before. Thin layers. Every part of this process requires patience, so take your time and slowly build up a blend with thin layers of progressively whiter and whiter paint. Кофейку на конфету. У меня конфеты неинтересные от горла. Ну, для горла. Это. Ой, ТСР точнее. На ТСР лазю. Идите на столочке. On to the last painting stage, some freehand. Миски зеленые леденцы до сих пор. Он байтом мне компром добавляешь солдатных девушек. Блин, это то же самое, как и это, блин, как он там. Иди. Again, I have a whole video about freehanding, but I'll highlight the basic steps here. I'm tracing out the simple shapes of the bird, trying to get the proportions, the size, and the location right.
I'm using a purple tone here because it's an easier color than pure white to correct mistakes, and it also reaches opacity faster than white. Once the basic shape is sussed out, I use the purple Блин, я не powder помню. color to refine the shape, Чем мы cutting in ели? details Или like the пили? gap in between Ну, короче, там до хрена feathers or таких the байк smoothed ходило. out area where the head goes. I go back and forth with my two purple colors until I got the image that I want. I didn't nail it on the first try, and in fact I very rarely nail anything I do on the first try. It requires lots of back and forth, so expect it. Once the shape is correct, I'll fill it in with white and then yellow. The intermediate По-моему, без white художественных layer is навыков required такое because, again, довольно Flash gets проблематично yellow сделать. balls. Я There's сейчас, two other если найду janky после этого freehands on this видоса, guy, which really helped flesh him out. там тип Because один. we aren't doing any traditional Короче, hunting on him, there are large areas of чё? purple that seem unfinished in my opinion. So, Там тип filling them in один with some detail helps броню make the меха, job по-моему, seem more раскрашивал. complete. With that done, I put together the model. Вместо деколи, короче, это декали этот рисунок делал собственный. Сейчас посмотришь, что же приколешься. So I figured we could have our guy on an airstrip of some kind with lines and lights and whatnot. Я вижу, запчасти валяются разные. To find some cool things like this gas canister, which I converted into a Space Marine gas canister with the addition of this little symbol thingy, which I'm sure has a name, and I'm sure I'll discover from a comment on this video from a snarky Space Marine fanboy. Bits are a great way to flesh out your display base and give them some extra life. Там у него и у Сквидвана там они показывали, ну капец, вот как ящики с инструментами, для инструментов точнее, есть вот эти вот здоровые боксы. Ну полностью такие, блин, запчастей разных. Once that was on there, I used some plastic cement and glued on the Space Marine Go-Go Juice canister. The last bit of construction was to drill some holes that will take our runway lights. I drew a line with a ruler and then marked out every 5mm to drill a hole and then drilled those holes. I gave the base a prime and then started the painting process with some dry brushing. This is actually a perfect application of dry brushing because the detail on this base is too fine for a wash to render it correctly. The two stages of dry brushing bring it out very nicely. Next up, I wanted to add some runway lines, so I taped off a section of the base and sponged on some white paint. I saw this method on a Luke Towan video, and it's a great way for getting a rougher line like I'd imagine one would have on a runway where there have been years of abuse of Thunderhawks taking off and landing. Next, I added some thick puddles of Tamiya clear orange to act as greasy oil, and for a last bit of wear and tear to the ground, I added some black pigment and some brown pigments for some extra dirt or soot for some engine exhaust. Gave the canister a quick paint job, and then I got onto the fun runway lights. I stuck in a clear acrylic rod and snipped it off at approximately the same height for each hole. I then took a flat metal file and brought them all to the same height. Может быть, я не знаю. Там, короче, есть какие-то приколюшки по поводу этих, то что I think this is actually the intended purpose of this product. It tinted the clear Кто-то рассказывал, кстати, что есть такое. With the completion of that last detail, it was time to remove the tape from the base, stick the model on, and our Hawklord Marine is finally complete. I'm really pleased with this end result. This is definitely one of my cleaner Marines. While it was cool to do this scheme, I can't help but think of the Vikings football team whenever I look at it. Something like Soul Drinkers would have been more up my alley if I wanted to explore purple without being reminded of sports every 5 seconds. This was episode 9 of Heavy Metal Marines, which means there's one more episode left before I retire this series for good, and I got something special in mind for it. Thanks for watching my video all the way to the end. It means a lot to me. If you like the channel and you want to support it, there are a number of ways you can do it, namely some merch like this generic Spaceman decapitation shirt, where I make a model that you can buy along with a digital course that teaches you how to paint that model, or other things like Patreon. Вот эта коробка, кстати, если не ошибаюсь, это стартер новый. Ну как, не то что новый, июля 20-го, относительно новый. Так, я не помню, это, наверное, у Сквидмара. Давай так вот. Яркий макияж. Классический макияж. Я люблю макияж. А моя кожа хочет дышать. Новый крем основа под макияж Nivea Makeup Expert. Ультралегкая формула с гиалуроновой кислотой увлажняет, выравнивает, не забивая поры. Блин, эти рекламы, блин, долбаные. Увлажняющие основы под макияж от Nivea.
and all the areas around it, so it Так, looks like стоять. Давай, начнем с этой. I want to make a beach with a cool windswept sand look. The first thing we'll do is sculpt some waves. For this, I'm using milliput, and what's doing the lion's share of the work here is a fairly flexible chisel-shaped color shaper. Try saying that 5 times fast. Chisel-shaped color shaper, chisel-shaped color shaper, chisel-shaped color blah, blah. To get the right look, I make semi-random wavy lines that intersect by dragging the tool through the milliput. It's important to remember that you should angle the tool inwards eventually to create peaks at the top of each wave. It's a subtle detail that makes all the difference when trying to render sand blowing around. With the general shape in place, I took a damp brush and softened the sharp edges of the milliput and also darkened some tiny little specks. Now, as you're all aware, a beach has gotta have bottles with messages in them, or bottles of rum. A while back, I 3D printed a shelf with a variety of little bottles and barrels on them, so I decided to snip one of them off and stick it in the sand. Speaking of, time to apply some sand. For my adhesive, I essentially used thin down PVA glue to avoid thicker glue smearing my sculpting. I also made sure it wasn't pooling in the recesses. I then sifted on dried and ground up dirt onto the base through some nylon stocking and tapped off the excess. It's important that you get a product that has very small granularity and also taps off nicely. Before this, I tried baking soda and various powdered substances like flour, and they gooped up and did not render the sculpted sand waves nicely. And yes, gooped up is a scientific term. Because I'm impatient, I sealed this in with super glue thin so I could move on to base coating. I began with a desaturated brown tone, intending for this to be my darkest shadow, and then applied some off-white yellow highlight in multiple stages from one side to get my yellow sandy color, and so you could also see the nice waves. You could also dry brush this and it would look fantastic. Once I finished, I was a little dissatisfied with the color. This seems like a fairly realistic white sand beach, but I'd rather it have more color, so I added some yellow ink to my highlights and some orange ink to my shadows, and that sorted it out nicely. You could skip this step by simply starting with more saturated tones in the first place. Lastly, I airbrushed on some blue to the side of the base that was slanted down a little bit. My plan was to add some water on the shore. I gave my bottle a quick base coat and a highlight, and it was on to adding water. I've purchased a lot of weird art materials in my career, and what I had laying around was liquid sand from Liquitex. It dries glossy and clear and has a little texture in it. It can also be sculpted nicely with the brush and stays where you put it. I felt like this was a great option for water with some bubbly texture built right in, and there are so many options for water with similar properties. Это интересно, весь клей ПВА, когда застывает, прозрачным становится, или какой-то специальный? ПВА клей любой, когда застывает, прозрачным становится, или нет? На технологию изучала. Понятно. Гном-то не в курсе? And it was done. Now you have a cool beach base for your pirate-themed zombie army, or something probably less cool than pirate zombies. On to the next base. Ну это не очень интересно, мне она не особо понравилась. We're going full bizarro mirror world with this one. Это вот он показывал то, что у него эти какие разновидности есть. Before we move on to our next phase, let's talk about the sponsor of this video. This video is sponsored by Gamers Grass, which is awesome. It's awesome because long before Gamers Grass approached me to do content, I've been using their products. They have a large variety of products, but what I love are their tiny tufts, which are great for adding small variations to your basing foliage. And I also love their short 2mm tufts, which serve as great options for scale moss. Beyond that, they have all sorts of options for flowers and cattail, weedy looking things to alien shrubs. If you're not into making your own bases, they also make fully completed bases, which is a product I haven't seen in any other company. These bases are fully painted and tufted out, so all you have to do is glue on your painted miniature and you're good to go. Gamers Grass is a big believer in the local hobby store, so there's a good chance that the product's available to you locally. For me, I can find some of their stuff in a store near me. In the description, I have a link that will help you identify the closest store selling Gamers Grass products. Thanks for watching this video, Gamers Grass. If you want to check out their online store, I've also linked that below in the description. Now, back to basing. Alright, now we're going to start spicing things up with slightly larger bases.
measuring it to the diameter of the base. I could then glue down the other half of my styrene disc and do the same thing to this upper area with the tiling. I then got to use a fun new product. This is a piece of rectangular aluminum that I found at Hobby Lobby that's incredibly pliable. I used it to hide the hollow part of my base and adhered it with superglue. A metal this bendable is going to have a lot of uses, as you'll see later. I then took a tiny triangle file and deepened the grooves on the top platform because I didn't do a good enough job sanding them down in the first place. It's worth mentioning that if you scored a line with an X-Acto knife and then filed it with this triangle file, that would be a good alternative to cutting the pieces. I just think that cutting the tiles and sanding the edges when done right makes for a more striking effect. The file creates a little burr along the edge of the styrene, so make sure to sand the surface flush to get a nice clean look. I also applied some more thin plastic cement to the grooves to melt down little bits of styrene that I couldn't see. For the last bit of construction, I added a stair riser in front of the step. I cut and filed this to size. I feel like while this detail isn't necessary, it cleans up the base a lot. Now on to painting. I hit the base with a black base coat and then used a trick I heard from a patron. I took some dryer sheets, stretched them out, and got them as flat as I could against my base. Короче, эту херню он типа мрамора делает. Like a mask. And initially, I was pretty disappointed. So, I kept doing it using a variety of sheets and shades of white, gray, and black. I probably ended up doing 3 to 4 different passes of colors and shapes. And it ended up looking like a great 2-scale marble, but with one obvious problem. The fabric softener in the sheet deposited onto the base, creating a texture. An obvious solution to this in retrospect is to use a sheet that's been used and has no softener left. Alternatively, people use baby wipes that have been dried out. They use a similar fabric that results in a great marble effect without the fabric softener that you find in typical dryer sheets. Either way, I soldered on, confident that the next steps would make it look good. I painted the riser and the trim of the platform gold because I felt like the marble needed to be broken up a little bit, and it gave the base a really nice regal feel. Once that was done, I added 3 to 4 coats of gloss varnish to make the marble grain nice and shiny and to deepen some of that grain. This also served to smooth out some of the texture that I had accidentally applied. Lastly, I painted the grout lines in a dark gray to add even more separation. I painted that base rim black, and now you can make a cool base for your such as battle, a heavenly knight, or radical priest. On to the last base. Step 1 for this base is to source something that you could use as a sewer pipe in your house. Paint dropper bottles, empty pen casing, some styrene, a lot of things can work, so get resourceful. I'm using a jewelry container. I marked out 45 degrees on a T-bevel and then marked it on my pipe with a Sharpie and cut it with a hobby saw. This cut left quite a bit of plastic chaff on it, so I cleaned it up with some sandpaper. I glued the bottom piece to the base and then the top piece on. The idea being that you could have someone on top of the pipe leaping off, or if your pipe was big enough, someone could be inside the pipe. I then took some more of that lovely aluminum trim and added a decorative element to the top and bottom of the pipe. This not only serves to add more variety to the surface of the pipe, but it also hides some possibly jagged or uneven cuts. I also added some more round aluminum trim to the angle for even more variety. I love this stuff and can imagine so many applications for it. I then added some light molding paste to the base as a ground cover and built up a ramp from the back to the front. You could do this with epoxy putty and sand or about a million other things. I scuffed up the plastic and aluminum with some 500 grit sandpaper and primed the whole thing black. Onto the painting. I took some sponge and sponged on 2 kinds of silver with a dark and bright one. I was much heavier with the dark because it was essentially my base coat, but I didn't fully cover the black, leaving some nice texture below. The sponge is also nice because it can't reach into the deepest parts, which results in essentially free shading. No washing needed. Once the silver was done, I also sponged on some dark brown and some orange rusty tones to really beat this thing up. Next up, I imagine this pipe has some green goo running through it, so I took Tamiya clear green and added some drips down the seams, like they had began to rust and form holes. Next up, I applied a brown base coat to my earth and wet blended a bright yellow in the front to act as an undercoat for what I was going to do next. I took light green ink from Dollar & Ronnie, which is becoming a favorite color of mine, and applied it to where the yellow was, and also inside the pipe. Since this ink is semi-opaque, it has an above-average cover capacity when compared to typical inks. When that was nice and electric green, I added some dark green to the area between the brown and the electric green to help the blend a little. I wanted the goo to be dripping out of the pipe, and I needed something for it to grip onto. So I took some thin plastic and made a sort of armature out of it, cutting it into the shapes of falling water essentially.
I glued this in place, and now it's time for the fun part. Time to mix up some Nickelodeon-esque slime. I took Liquitex liquid sand, the stuff we used in the beach base, and mixed it with gloss medium in hopes that I would make it more glossy, some of that lime green ink, and some of that Tamiya green clear. My hope was that it would be somewhat translucent still, which is why the thin plastic is great. It can give the slime structure while being invisible once covered. I slapped this stuff on, making sure to cover all the thin plastic and all the areas around it so it looked like natural slime. This stuff shrinks as it dries, so you may notice that some of your plastic skeleton is sticking out once you leave it for a day. I had to apply 2 layers to fully hide it. Don't forget that the liquid sand has some sculptability, so have some fun with making some goopy, drippy textures with your brush. For some more slime texture, I took some tiny glass spheres which are used in nail art and sprinkled them amidst the drying slime and pushed them below the surface. These little spheres make for fantastic scale bubbles. Lastly, I added some tiny tufts from gamer's grass and a variety of other bits of foliage to act as moss growing on the pipe to increase the aged feel. I painted the base in black, and that's all 4 bases done. Making bases is so much fun. They're like very small dioramas that don't take much time. I've done 2 more videos in this same style, so if you need more ideas, check out those videos. It's important to remember that with all of these bases, the idea and the steps presented can be separated. You may like the idea of a beach base, but not the idea of sculpting sand waves. If that's the case, think of an easier solution like using golden light molding paste and painting in the sand waves with a damp brush. Maybe you like the marble base, but don't want to add a step. The process shown allows for you to make a base without a step, so just don't do it, and that will simplify matters greatly. Typically, Hi, my name's Scott the Miniature Maniac, and today we're building first things first. We're going to create a gravestone out of styrene. This process я показывал, в принципе. Yeah, some dark brown to give it some wear and tear, and fouled that up with a scratchy edge highlight. I did a video recently about weathering, and one thing I talked at water. Lastly, I stuck some grass tufts on the gravestone and around the base. Clean up your base rim with some black paint and Bob's your uncle. Or in my case, Bob is literally my uncle. Hi, I'm Bob, Scott's uncle. Now on to the next base. For this base, I wanted to some enamel washes. I took AK's streaking grime and covered the entire base in it. I then took dry paper towel and wiped away some of the wash, but I was concerned with the paper towel leaving fibers on the base. So I dabbed the paper towel in some white spirits, and that allowed me to be more gentle with the towel while still removing some of the wash, leaving the majority in the recesses. I did some dry brushing next, and this is kind of where I messed up. I didn't varnish in between this step and the previous one, and I think my enamel was still curing, so my dry brushing kind of messed to the tentacle and the deck of my ship, like the suckers were oozing some nasty stuff. I was really trying to get some strings that attached to the deck of this ship, and it was a little tricky, but I managed. Lastly, I cleaned off the base frame with some black paint, and this base was all finished up. Next up, we're heading to the blood aisles. Step 1 for this base is kind of an arid place. I added some dry pigments, resin might, but it also gives you a really glossy look like resin would as well. It doesn't give you a whole lot of depth like resin might, but it beats not having to mask off the sides. To finish off this base, we paint the base rim black. On to our final and most difficult base, the wintry sci-fi outpost. It from Games Workshop to stick on top of it. Maybe it's an air raid siren, maybe it's a light post, I'm not sure, but it looks cool. Especially true for basic shapes like this box with the filter of a brown color. I then locked it all in with a mixture of satin and matte varnish. I don't want the streaking grime getting little. It shows various ways to use their product, but I kind of ignored this and just dived right in. I applied some of their glue and then dropped on the snow product and blew away the excess. I'm fully aware that I'm not taking advantage of the full capabilities of this product, but I'm just dipping my toes right now. Next, I made some icicles by melting clear acrylic rods over the world. Glue those suckers on, paint that base rim black, or so help me God, and that's our 4th and final base complete.
Vitali Tykin said it best in a comment on my last basing video. Bases are great fun. Always brings in many to life, I reckon. Scratches my darama itch when I don't have much. Сейчас я посмотрю, где у него это было. Я не помню, у него или у Сквидмара. Скорее всего, у Сквидмара, наверное. Ну да. А ну брысь. Во, вот это. Say about the paint job. Try these freehand techniques on or never been much of an artist. Together with my friend Sebastian, I'm going to show you two different ways that you can try these freehand techniques on your miniatures without having any pre-known knowledge of how to paint or how to draw and illustrate yourself. Hopefully this video will inspire you to paint bravely and maybe try out a couple of freehands or two. Hey friends, you're watching Squidmar Miniatures. I'm Emil and today I have a guest. Hi, I'm Sebastian. Sebastian you've seen before in the 4 Painters Challenge we did, and he's an amazing painter, and I brought him here today to show off some cool stuff. Yep, so today we're gonna do some freehand stuff. We're gonna do one simple one where we just build up some textures and show you how to take it to the level that you want it. And it all depends on the time that you put in and layers, and you decide yourself where you want to go with it. And then we're doing another one, a freehand skull, where it's a little more artistic style to it, but also there you can do it more advanced, or you can take it to the further step if you want. And we're gonna start with to paint one of these wings from Morathi. From Age of Sigmar game. I got inspired by an artist called Kama, and we have no idea if this is the way but Sebastian did some experimenting and really cool technique that I think is accessible Зато пузо поместится. to paint. We just jump into it. Yeah, let's go. So for the base layer of this, Sebastian had already airbrushed from a dark red to a dark blue on the wing. This is more just to give him a Так, ладно, крылья это хрен с ним. faster. Now that the patterns are done, we start glazing in some of those inks. And again, he thins down the inks the same way as he did with the white, but this time he's not adding it in a certain pattern or anything like that. He's adding it quite wildly. You don't have to be too careful. You can be a little bit more messy, doing wet blends with the inks, starting with the red and then the deeper red, then the purple, and then go over to the blue. Because the whole idea with this is that we add the colors in layers, and when we started adding 2 or maybe even 3 layers, that's when the colors start looking good. You then have to make sure that the inks dry properly before adding another layer. We use the hairdryer to speed it up, but this makes the ink look very glossy. Короче, не нафиг нам. Я тебе не эти крылья хотел показать. Dry naturally. Here for you the way it did for me. Forth with colors, and we'll cover that throughout this. And secondly, if you're not an experienced illustrator, you don't illustrate from the imagination all of the time, having a reference is so very important. Even unexperienced artists such as Sebastian, who's been working as a professional tattoo artist for years and years, had a reference next to him and looked at it all the time. Pretty much between every brush stroke, he looked at the reference and looked at certain details to see what to adjust to make it fit with his idea and the reference that he had.
And the first step you're seeing in this painting process is Sebastian just creating the general shapes of the illustration. He's using a thin down white and just going back and forth to create the base volumes that he's going to work from and add colors to later. This is similar to the foundation of building a house. It's just the base, it's not what's going to be visible in the end, but it's very important to have it to make sure that the base shapes are good when you come to the later steps. Ну видишь, чувак тату-мастером работает хрен знает сколько. When we're done with the base shape of white, it's time to add in some shades. And Sebastian starts by adding a cool dark blue color to contrast the warm green ones that's going to be the highlights later. Contrasting a warm highlight with a cold shadow creates a feeling of a bigger depth in the artwork, almost like a deep blue ocean would feel deeper than just having a pitch black page, for example. And this is just the first back and forth between highlights and shadows and midtones to slowly build up something that in the end will look like a three-dimensional skull. It's time to start adding in the first midtones using some warp stone glow and just adding it on the remaining white parts of the skull. It's a thin glaze just all over the parts to get that base green tone to work from. And this is where the major back and forth works to make this piece come together. Sebastian starts adding in some of the moot green for the highlights. The color is still very thin down and he's working in small increments. Highlights are on the reference and then just adding areas of the moot green and Ее постель взяла, положила на диван. Кровать. It's not going to happen. Ей пофигу, она играется. More of an hour-long process to go back and forth. So start by adding smaller layers of highlight, and when you've done that, you go back and forth again, adding more of it. Remember to keep checking on your reference if you're not an experienced painter, and when you do that, you will, in the end, come to something that looks amazing. Or the flat surfaces that are raised towards the sky. And in terms of values, these colors are still not super bright, but you can see what a huge difference they're making already because of the way that he placed the highlights and how carefully he blended between the shadows and midtones. Давай, говорит, камеру на любимое место Калипсо. В инете котиков любят. Пожалуйста, устанавливай. Techniques coming into this. He's just looking at his references, adding the details, and then going back and forth. Это чудовище просто вещи с сушилки тягает. Китя. So for the final step, Sebastian is just adding more contrast. For the deepest parts, he's adding the выделываешься на камеру black to make it even darker. And for the highest part, he's adding more of that dawn yellow and maybe even mixing in a tiny bit of white. Котики и сиськи правят инетом. Котики и сиськи правят инетом. A final bonus tip here in the end from Sebastian, adding in a tiny bit of red as a complement to the green highlights that we have will be a great way of balancing out the work. And this red glaze that he adds into the shadows just makes everything come together a little bit more and to have the Только как бы я завел, а Вика... So that's the painting process, I guess. Кошка? Хрена себе, подарок не рано. Some references. Позже она будет. You want to do, sketch it out, and вон он, ладно. Это еще не основа. Ну как тебе картиночка? Как-то брать ее по... It really looks like хрень, смотри. Skeleton soul inside of the helmet.
trapped behind glass. And one thing, as a viewer, Служебная собака там. Sebastian paint this stuff. Да, ее натренируешь в команду как служебную собаку. Она скорее тебя сожрет. Something like this is how he looked at the reference almost after every brush stroke. And that was super cool to see that even for experience. Do you have anything special to say about the Time. You need to have the patience and put in the time that you need to build it up and go as far as you want. And you can take this even a further step, like do some inner glow thing or make it look like it's behind glass or whatever, but this is one way to do. Yeah, I think the thing you did with the wraith head, it was really cool that you added just like a layer of gloss varnish. Мне кажется, она точно своей смертью не помрет. Inside of the helmet, trapped behind glass. And one thing, as a viewer sitting watching Sebastian paint this stuff, I've never tried it, but I'm super excited to try to do something like this, is how he looked at the reference almost after every brush stroke. And that was super cool to see that even for an experienced artist who worked professionally as a tattoo artist, that you still always reference to something else to see that it's still realistic and that it's looking good. But it's a good thing to have your references so you know where you go with it. Painting eyes and Трек больно, что ли? А, с резиновыми пульками. Слушай, или присосками, или еще с чем-нибудь. Вы так... Ее к стене. Да уйди ты от пижамы. And I've got some painkillers in my system. So I'm sorry in advance if my voice is что там будет глазки красить. You can actually add more of these white reflections and it's totally fine. Калипсо не помрет своей смертью. Вика-то причем? Живи все живых. Пока ее не довела. Let's see if we can paint the eye. The first thing we're going to do is kind of to shade the eye as we saw on the previous photo, and we saw that almost everything had a bit of gray in it, so we're not going to leave it white. Everything is going to be a bit gray. And we saw also that it was like on the bottom part and the outer side of the eye was the darkest. So we start by adding a bit of black, and then we can go a bit more into like the umber. And to do this, I'm gonna make it easy for me. So here we have something to work on. I'm not gonna paint the perfect eye here. This is just to show an example of how it could look. And we also want to add a bit of the red tones, maybe to like this part here. And the iris. Подожди, стой. To do this, I'm just going to make it easy for me. So when we saw my eye, we can go back and look at it here. So you can see how the iris looks here, and you can also see that a part of the iris is covered by my eyelid. Unless you want the look of a deer looking into the headlights, you need to make sure that some parts of the eye is covered by your eyelid. The eye is a bit more closed if there's someone who's like squinting or something. Even the bottom part of the eye down here would be covered by the bottom eyelid. Да не ори. Да, прям, да. Я бы сказал с другой буквой впереди, блин. Звезда это. Перестановка. Насчет перестановки, кстати, да. Перестановка с этими, с настолочками. Цветочки и тому подобное. If you have a super skilled, steady hand, you can of course draw in things like that. That's overkill for me. I can't do that, but let's do things on the easy side. Кто кого еще эксплуатирует? Она нас или мы? Точнее, мы ее или она нас? So just do another circle. It's in the center. So here I rest my hands, both my hands to the figure, and just take tiny Indumble brown. For the next step, I then mix 50-50% Indumble brown and Rakarth flesh. Я одну ленту только использую. 5-метровую. Стой, она вон висит вообще-то. Ты чё? Чё это я молодею? Подожди, я выше. Да, она меня сейчас скоро подстрижет, поэтому будешь вообще удивляться.
It's now time to start painting the iris. I'm using dark sea blue and placing that in the top center of the eye. Game. So friends, I hope you learned something from watching this video. If you did, это из этого Горда Лавкрафта, знаешь, наверное, вот из его вселенной, роль в желтом. If you're interested in picking up the tools that I used today, maybe the pen tool or the brushes, I have linked everything on my website squidmar.com, and in the video description I have linked some of the stuff. And those links goes to Amazon, so get a bit of a kickback. It's a great way of supporting this channel. Talking of great ways of supporting this channel, I have a page and to help keep this channel running and make sure that I can take a few days every week. And everyone who joins the Patreon also about miniatures, live painting, about I think 160 different people. Come join us. I also want to send out a massive shout out to my 3 top Patreon supporters: Evan Weston, Albin Ostrom, and the newest addition, Russ Prendes. Thanks guys so much. You have no idea how much this support means. So everyone, with that said, thanks so much again for watching. Прости, гном. Have a great day. I'll catch you next week. Разместите вакансию на Хехеру всего. Да, вся игра по Ктулху, причем их тут хер знает сколько, там 8 или 9, наверное. Вот у меня основные это Древний Ужас, Ужас Аркхема, вот этот Ктулху. Потом Тайны, они как больше детективные, там, короче, книжка такая. Я сейчас покажу. Найдите на Хехеру сотрудника для вашего бизнеса, и вы разместите первую вакансию всего за 199 рублей. Вот, короче, сам Ктулху. Каждый понедельник – праздник для наших абонентов. Над этим работает команда лучших агентов. Свежий кофе для абонентов Теле2. Ждет в понедельник каждого с утра. Подарки должен получить наш абонент. Будет сделано в момент. Поздравляем. Смотря какая, там, грубо говоря, ты ходишь, ну, вот, допустим, в Древнем Ужасе, там ты, грубо говоря, по миру ходишь, там выполняешь всякие различные задания, то есть там квестики, и пытаешься победить одного из древних. Древних там до хрена разных. У каждого свои тут отрицательные. И, грубо говоря, вот так вот бегаешь туда-сюда, выполняешь задачки все. Вот, то, что я сказал, Тайны, да, Аркхема. Тайны Аркхема, она сделана как активная игра. This design, I feel like this somewhere around this time Games Workshop kind of hit a new stride with like the designs of having things coming jumping and not just being like here's like the magic cloak or something coming up from the ground, and then it's just banners and stuff, some swords. I guess it's for the stuff that I have in there. Oh, here's the Slaanesh hero head, I think. So friends, I think that's it for today. This was so much fun. Такая вот коробочка. Really, trip down memory lane, and thank you Richard again for sending me all this stuff. This is beyond me awesome. I don't even know how to thank you. So, вот, короче, в этой коробке есть вот такая вот книжка. Тут 8 дел. Потом всякие газетки. Ну, там, в принципе, в интернете можешь посмотреть, если интересно станет. Вот, газетки каждому делу, типа, вот такая вот. Они, конечно, пожалели. Тут, грубо говоря, на одном листе 2 газеты. Вот, потом вот такая вот хрень, типа адреса городские, сама карта, ну и в принципе правила, и плюс там союзники и все такое. Счетчик времени. Вот такая вот хрень. Счетчик времени.
Короче, неделя на дни разделена. В каждом дне по 3 действия. Ну, действия, соответственно, это посещение каких-то адресов там и тому подобное. И в каждом деле есть определенное количество времени, которое ты можешь... Вот эта книга, нет, она не по типу правил игры, это именно вот дела активные. Тебе дается какая-то завязка, там, текст, грубо говоря. Тут этот текст читаешь, там тебе даются основные задачи, что тебе надо выяснить. И ты начинаешь, вот, соответственно, ходя по каким-то местам, по своим знакомым и подобное. То же самое профессор Генри Армитедж, который в университете работает. Он тебе дает какие-то наводки, может сразу, может впоследствии. Вот ты ходишь по адресу, тебе там говорят, там то-то, то-то, допустим, сходи к тому-то, там, или какие-то улики находишь, и все. Вот. И в конце концов, ты, грубо говоря, когда вот заканчивается у тебя вот твой лимит вот этих действий, определенных днями, в конце есть список вопросов. Ты вот на эти вопросы отвечаешь. И прикол в том, что пользоваться можно только заметками, которые ты записал сам. То есть ни газету ты не можешь брать, ни книжку ты можешь читать. Вот отвечаешь на вопросы только то, что ты сам выяснил, записал. Вот у нас было, мы несколько раз вообще не записывали, просто так вот приходили, короче, а в конце начиналась жопа. То есть вопрос есть, мы знаем, что ответ есть, но мы не помним, какой это ответ. И в конце подсчитываются очки, и, соответственно, получается, там, типа, выиграл, проиграл, и здесь какая-то там... Ну да, там если больше адресов, чем профессор, короче, посещаешь, за это очки отнимаются. Если определенные условия выполняются, то тоже очки отнимаются, там, стресс, за всякое такое. Вот, и из каждого дела в дело, получается, оно усложняется, появляются новые механики. Меньше подсказок, меньше времени, сложнее, как бы. Плюс каждое последующее дело, так скажем, в какой-то степени зависит от предыдущего. Может быть, изначально в первом деле какие-то подсказки или действия, или события, которые, допустим, в шестом там, или в седьмом отразятся. Такая вот штука. Мне очень понравилось, мне, в принципе, тоже очень понравилось. Я не знаю, как по мне, тут надо людей все-таки побольше, чтобы было. Вдвоем. Не, ну в плане одному в нее вообще играть как бы не особо интересно будет, мне кажется, потому что сидишь тут, грубо говоря, все контакты вот таким вот образом тут отмечены. Видишь, тут, допустим, название, буква, цифра, это вот какой район, и потом текст, соответственно, что... Вот, и когда один, ты, грубо говоря, уже заранее, ну там, волей-неволей, так глазами бегаешь, и что-то тебе в глаза попадается. Вдвоем там как бы можно по очереди читать вот эти вот. А чем больше людей, особенно если еще один ведущий, он просто у себя книгу держит и писание. Я вот на работу таскал, мы первое дело прошли, там, человек 5 нас было, наверное, дело там, разгадывал. Такая вот забавная штучка. По тому же принципу есть этот, ну, я не покупал, точнее, как не покупал, я не успел купить. Первая часть этого Шерлока Холмса, там тоже 10 дел, по-моему. Абсолютно такая же механика, там все, единственное, что там идет именно про Лондон. Ну да, минимум 2. Вот, есть Шерлок Холмс, сейчас вот недавно вышла, по-моему, только в магазины завезли вторая часть, там про этого, про Джека Потрошителя, вестонские преступления, по-моему, еще что-то там, короче, еще 10 дел дополнительно. Она, зараза, дорогая, она стоит 4500, по-моему, короче. А так, если такие вот интересные, там детективы, что-нибудь самому походить, порасследовать,
Возьми какую-нибудь бэушную, найди там или на Тессере, или на Авито. Okay. So Там, в принципе... I have a lot of like random skeletons. Let me know what they are, because I don't know. And yeah, I think that's it for the Tomb Kings box, but this is wow. Похищение. А, кстати, похищение. This is kind of overwhelming. This is just Тоже so much детективный stuff. комикс. Комикс Let me именно. pack this up and we'll open the last Купили недавно книгу. box. See what's in there. Сейчас тоже, ну, на Crowd Republic. Last, let's call it bag and not box, but Crowd Republic, я тебе даже специально включу. Вот они. Короче, набор книг. Книга-игра. Вот эта вот рекламка про тайны Архама, там все такое. Вот это вот мне понравилось. Так, ладно, это не то. Сейчас я иду. Вот, короче, идет 5 книжек. Вот это вот та, которую я купил, вот она похищение, она переведенная есть. Остальные пока что только в крауде. Ну, соответственно, они переводятся, это предзаказ, вот можно оформить. Тут 2 книги про Шерлока, я не знаю, в каком они стиле. Потом какой-то типа про средневековых рыцарей и про зомбаков. Там надо кого-то спасти. В общем, здесь сюжет в чем? Тут ты типа выступаешь в роли мужика, которого похитили дочку, увезли вот в этот особняк. Ты приезжаешь туда и пытаешься найти. Фишка в чем? Здесь, короче, книга только получается 280 страниц, даже больше. Тут в конце приложения там, вот у тебя идет, короче, ну, краткие правила и твой типа персонаж. Сила, ловкость, воля. Здоровье, время, там по определенным условиям, когда какая-то хрень случается, у тебя вот здесь вот 20 ячеек. Там есть значок этих часов. Когда вот ты на него попадаешь, одну ячейку закрашиваешь. Соответственно, ну, как я не дошел до этого момента, но как я понял, что если все закрашиваются времени ячейки, то тогда ты, соответственно, автоматически проигрываешь. Тебе надо найти дочку за вот это вот время все. В общем, по локациям ты можешь туда-сюда бегать, там без разницы. Вот. Можешь с собой таскать 3 вещи, которые ты находишь по ходу бегания по этому дому. И какие-то заметки записывать. Сама эта игра. Комиксу ничего не надо, это то есть вот она полноценная игра-книга. Тут получается вот сначала показывается сюжет в виде комикса, соответственно. Вот сама эта вот завязка. И потом начинается, вот допустим, ты заходишь в вестибюль, твои напарники уходят наверх, тебе говорят типа досмотри 1-й этаж. И ты, соответственно, вот здесь вот есть вот цифры 25 и 49. В зависимости от того, куда ты хочешь пойти, то есть либо в эту дверь, либо вот в эту дверь, выбираешь вот эту вот цифру 25. Соответственно, если пошел вот сюда вот в 25, здесь ищешь картинку номер 25. Задолбали уже. Нет, она пыталась вырваться, я... Вот, короче, допустим, картинка под номером 25. Здесь ты попадаешь в коридор. В коридоре видишь изначально, откуда ты пришел. У тебя цифра. Потом 2 по эту сторону, 1 дверь по эту сторону. Выбираешь, куда зайти. Опять же, смотришь цифру, опять выбираешь, ну, перелистываешь на тот момент. Вот, и там бывают какие-то события, какие-то предметы находятся, какие-то подсказки. Враги. Тут враги, кстати, довольно-таки тоже типа мистики сделано. Там есть как и бандиты вот эти, которые похитили, есть и какие-то периодически попадаются моменты. Я вот, допустим,
попадал в комнату с ванной, в которой была черная херь какая-то. Слизи. Там, когда начинаешь смотреть, из крана сама по себе начинает эта слизь течь. Вот. И там выбор, типа, отойти, закрыть кран, там, вынуть пробку и тому подобное. Ну, кран и так закрытый, там, дергаешь пробку, она начинает уходить. Тут каким-то непонятным образом эта хрень попадает на тебя, блин, отнимает у тебя здоровье. И там до хрена такое. То привидения какие-то тут периодически появляются. Я вот 2 раза пробовал пройти. Первый раз я сдох от того, что вышел из оранжереи на улицу, подошел к забору, и меня какая-то гадость с щупальцами сожрала. А второй раз, я не помню, по-моему, меня прирезал бандюган. Она довольно такая, как сказать, закрученная. Wild Beast. Wild Beast. Про Шерлока, да, там смотрел на ютубе, есть группы, там люди периодически геймплей свой показывают. Котят покажи. Что? Котят. 18. Взрывных котят. Кошка в бикини. Кстати, можно косплей. Кошка есть. Это по просьбе Вики. Это для тех, кому карточные игры обычные надоели. Такая вот хрень есть. Именно черненькая, не красненькая, короче. Да, их несколько коробок. Ну, у нас вот переведенные красная, черная. Черная это типа 18+. Ну, как бы особо 18+ тут нету, но называется 18+. Прикол в чем? Видел, но не играл. Карты не разглядывал? Так, ну нет, такое показывать нельзя, блин. Наверное. Хотя хрен Что-то его в знает. городе, по-моему, я видела. Если я не... Вот тут такая вот есть. Да, сейчас она. Интересуется. Правила там самому почитать надо, так я тебе объяснять буду. И там видно или камеру расширить? Да, на работу такую прикольно, там вдвоем-втроем погонять. Ну, фокусируйся, да. Выпусти бабочку из живота, но держи ее на привязи. Понял?
И тут, короче, таких картинок тут до хренища просто. Ржопный дракон. Блин, ну такое я не знаю, стоит не стоит показывать. О. Короче, грубо говоря, если ты играл в Уно, вот многие говорят, что она похожа на Уно. О, киска в бикини. Однако. Сыкот. Мы с этой усались, блин. Да. Причем они сейчас капец, они, короче, сделали из этой серии игру. Немножко покусать. Они сделали игру там, короче, ну примерно вот такое, наверное, где-то поле. Где-то поле, наверное, примерно. Поделенное пополам, там стоит какая-то ширмочка такая с башкой вот этой вот кота, блин, с открытым ртом. Там несколько шариков. И две вот такие вот лапки друг напротив друга на магните. Ты вот эти шарики туда кладешь и друг другу перекидываешь. Пытаешься сбить вот эти вот те, которые висят по центру. Довольно-таки забавная штука, но я не знаю, но сама приживется, не приживется. Destiny. Ага, обновить. Ну да. Книги, ну... Вика говорит, что она в этом, в Читай-городе видела. Вот, а так, хрен его знает. Я, честно говоря, не обращал внимания. Ну, если говоришь, что она видела, скорее всего, есть. Так, ладно, я вебку обратно убираю тогда пока что. Нет, она про этот, про похищение сказала. Ну, Тайна Архама точно не будет, потому что это вроде... В принципе, это настольная игра, поэтому... Только в этих... Блин, ты все равно около этого... Около Екатеринбурга живешь. Там есть магазин. Даже, может, не один этого. Hobby Games. Заедь туда, да посмотри, если интересно. Просто я говорю, проще либо с Авито заказать, либо на ТСРе. Ну, опять же, там, через Авито. Ну, или смотря, как это тебе удобно будет. Короче, там в любом случае будет дешевле. Ну тем более, что работаешь в ЕКБ. Время уже 20, да, капец. Так, сейчас.
Позвонить. Позвонить. Здравствуйте. Или в Екатеринбурге поиск. Посмотрим. Улица Вайнера. Алла. Торговый центр Июнь, город Красногорск. Знаешь такой? Екатеринбург, улица Вайнера, дом 9А. Коллеги, не коллеги. Ты чё как бедный русский? Иди сюда. Давай, на пледик. Котейка. И все равно спрыгнула. Села у стола у ножки, так смотрит. Ой, завтра уже на работу. Ты зашел? Да. Какого хрена? Блин. В Гамбите всегда не хватает стражей. Ты в деле? Не сломай, ладно? Используй с умом.
Дарите миру то, что хотите от него получить. Здравствуй, дорогуша. Какой приятный сюрприз. Страж, заходи, заходи. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я рада, что стражи снова стали ее частью. Палки. Попа толстая. Они очень хорошо зашифрованы даже от самих Странник себя. никогда не уступит тебе. Я точно знаю. Чего есть? Повисло. Проверю прямо сейчас. Спасибо, спасибо. Хочешь взглянуть, страж? В Эверверс найдется все, что угодно. Думай, сколько потребуется. Я подожду. Новая монархия. А, морозная метелка продается кошечкой. Ща. Капец. Хочешь Страшно. выучить новые движения, страж? Или, может быть, нужен новый образ? Не все, что присылает Ханчерч, пригодно для продажи. Чем могу помочь? Ничего не слышно от Кого? Ханчерча. А мотик с корабликом там симпатичный. Не торопись, страж. Запыль? Угу. Страж. Винчестер. Мотик. Метлу забрала? Нет. Думай, сколько потребуется. Я подожду. Хватит. Хочешь выучить новые движения, страж? Или, может быть, нужен новый образ? Гном, что взять, корабль или мотик? А тебе не хватает? Да. Там все вместе 7,5 тысяч, по-моему. Ну просто наподобие уже есть. Ой. Тебе что-нибудь понадобилось? Когда я потеряла Карлоса... Да, не нравится мне. Скажи мне, операции авангарда тебя не пугают, а пугает ли тебя горнило? Осторожнее с этим. Осторожнее там, страж. Это возможно. Второй коллапс. А, ты снова здесь. Отлично. Прекрасно. Мы сейчас куда идем? Куда хочешь. У
меня уже море идей. Ну ты хотел куда? Я думал тьму сделать. Ты должен подготовиться и приспособиться. Ты не выглядишь сильно побитым. Тьму делать. По рукам. Мы будем смотреть. Думаю, я справлюсь. Падшие перехватили еще один. Иди флаг потрогай. Да, иду. Просто смотрю. Угу. Смотрю, что у меня тут переставлено. Этому надо, не? Видимо, не надо. Мини-банк уже в пути. Придется по-плохому. Тьма дает нам шанс лучше разобраться в ее планах. Используй его. Ой, ну в баню, так неинтересно. Чё? Да слишком много. Здорово. Сходи, прикупи, вещь прикольная. Солнце, это где?
Так, секундочку. Снова здрасте. Прикольно. Да, грохнули. Зашла в игру? Что ж, по-моему, все прошло как по маслу. Я присыплюсь как-то. Я почувствовала, как хватка королевы Ну, ведьмы иди на ослабла. ручку. Мы одерживаем победу. Одержимые блокируют мое оборудование. Убери их! Страж убит. Блин, цветок пропал, пока убивали.
О, дорогой. Это не ты ж умер? Нет. Сейчас я умру. Умерла. Сейчас по-быстрому сделаем. Там все кишит одержимыми. Так, цветок, новый цветок. Падал, теперь я помер. Спасибо. А, падла, цветок закончился. Вай. Нет, убил. Зараза. Где? Как раз собрала. А? Да все. Она нашла нас. Ее привлекла смущающаяся тьма. Что тут, рыцари? И кто, блин? А, опять огр. Ага, с одного удара меня прибили. Не угадали. До свидания. Так, тебе еще раз надо, да? Спасибо, Пирифь. Вместе мы справимся. Или погибнете. Кто же Сколько у тебя процентов? для скитальца? Да уж, 65. тяжело без друзей.
Братишка, друзей у меня столько, я их даже по именам всех не упомню. Тебе флаг нужно потрогать? Мгм. Чего я натворил? Ничего не натворил. Ты ж залипания. О сокровищах, скрытых в металле, и все такое прочее. Где? Где? Скиталец не захотел проверить, правдивы ли они. Нет, но я слыхал о серьезных парнях, потерявших Ой, я уже целую не флотилию знаю. кораблей. И потопил их отнюдь ничто. Одержимые блокируют мое оборудование. Убери их! Ой, дядя, ты что тут делаешь? Ой! Наш убит. Почему-то, когда я их не вижу, то я живее всех живых. Это ты их не видишь? Да. Ну. Шарик уперли? Это пешки королевы ведьмы. Ты должен защитить устройство. Страж убит. Как котенка.
Капец, вы что такие злые, блин? Капец, там в гущу событий залезла. Ведьма прислала меченосца. Какая дерзость. Это отчаяние или демонстрация силы? Страж курит. Блин, надо вот эту сраную ведьму около него убить. Она его лечит. Вот это? Да, ведьм, которые летают около него, они его лечат все. Ни хрена меня шарахнуло. Одну убила. Да, они по новой появляются каждый раз. А, не понял, а что, время что ли закончилось или что? Думаешь, они тебя боятся? Нет. Выполнила. Поэтому я и согласна к ним Да? прислушаться. А ты не такая Хорошо. кажешься. Щедрая порция света Голосовой протокол, гамбит, гамбит прайм или суб. искать других путей. Так.
Че, в гамбит пойдем? Да пофиг. Ну если в гамбит, то сначала на башню контрактчики возьмем заодно. О. Нет. Я ж куда собираюсь идти, я прилетаю, набираю максимально, чтобы ну 8 можно было выполнить. Мордочка. А тебе пораньше этого сколько? 8 на работу. Да, котят таскал, игрались. Неплохой ловчик. Надеюсь, награда будет ему подстать. Да не как обычно, там прикольные механики. Так, поржать, посидеть можно там. Кабинет 200. Здравствуйте. Пока. Там обычно у них, ну, не знаю, как в Екатеринбурге, здесь есть некоторые игры распакованные для того. Игротеки, не игротеки, смотреть можно, играться. Мне некого было за это винить. Если пойдешь, можешь просто зайти и спросить. Но когда я смотрю на Ведь тебя, я в этом не уверен. За Вали и Эрис необходимо Я всё. понять, что они сражаются на одной стороне. Если бы у власти была монархия, никаких отключений бы не было. В этой башне пахнет иначе, чем в старой. Рад за него. обычно идем. И Эрис Да, я необходимо понять, обычно что делаю. они сражаются на одной стороне. Там 15 тысяч еще не права. Чего? Видите? А я недавно сбрасывала. Ага. Нет, у меня 14 тысяч 377. Подожди, пока все уляжется. Тогда к власти... И комикс, она довольно-таки своеобразная. В принципе, если делать нечего, можно посидеть, прикалываться. Ну, так скажем, Тайны Архама я тебе рекомендую. Да. А за книги говорил, которые мы брали? Про психотерапевта? Читать, ну, я не знаю, он любитель, не любитель. Там час охотницы и что-то там с черным ветром. Погоня за черным ветром. Что-то. Час охотницы как будто подростком написано.
Ай, зевака. Растянулась. А полтуловища у нее свисает. Я на новеньком корабле. Ты не заметил. Этот, который как медуза. Угу. Я его даже покрасил. Ну, да. Я говорю, Тайна Архама, она больше как детектив. Так, сорвиголовы, хотите узнать, что вас ждет? Презренные наступают. Добро пожаловать в Гамбит. Ай, Тайна Архама, там первый раз, помнишь, как мы играли? Как они Пытались размножаются? уложиться в сроки там Угу. прохождения, а второй раз уже для себя, потому что интересно было, что там найдем, что там найдем. Приготовься к жестокой Уже все битве и адреса сбору частиц. проходили. Враги приближаются к саду. Ты мне еще на голову прыгни. Противники на острове. Меня убили. Я не поняла, кто. А, промер. Спасибо. Противники у пещер. В другом, то что у нас подлюка, блядь, он с ракетницей, сычонок. Я заметила. Да, по Лавкрафту. Нет, не ужас. Именно тайна. Ужас Архама — это настолка. Они хотели войны, они ее получили. Ух ты. Портал готов. Ты забрал, да? Это тяжелый, да. Сказал бы, я бы оставил. Да ладно. Один есть. Сука, Они тебя металлом, блядь. перехитрили. Возвращаю на базу.
На вашей стороне захватчик. Найдите его, пока Ой. он не натворил бед. Соперники призвали первобыть. Если они убьют его, вы проиграете. Портал готов. Грязные трюки. Все, как я люблю. Ты хера за мной ввязался, блядь. Ты захватчик. Наведи здесь шо. А, я понял. Ладно. Один есть. Они тебя перехитрили. Возвращаю на базу. Портал открыт. Наведи там шорох. У вас достаточно частиц для первобытия. Быстрее, несите их в банк. Да ладно, сколько частиц пропадает. А задолбала эта тварь, блин, со своей правдой. Откуда у него столько силовых патронов? Отнесите частицы в банк. Вы хотите победить? Тогда вызывайте первобытие. Портал заработал. Пора взглянуть им в глаза. Ты захватчик. Наведи здесь. Один стражник. Посланники схлопотали по полной. Пора взяться за первобытие. Двойной удар. Минус 3. Осталось 10 секунд. Они тебя перехитрили. Ты где Возвращаю умер-то? на базу. У них. Забейте этого козла, блин. Пожалуйста. Кого? Да, никого. Там у них мудила был. Портал активен. Вперед из песни. Ты захватчик. Наведи здесь шорох. Сразу. Сразу двоих. Еще Где? 10 секунд, и я отправлю тебя назад. Тут где А ты мы? просто Красный. головорез? Захватчик покинул территорию. Возвращаю тебя обратно. Хорошая работа. Первобытнику. Ну ладно. Хорошая работа. Ну почему стример не тащит? Стример просто тупит иногда. Команда соперника, надо стараться. А остальные продолжайте в том же духе. Держитесь. Начинаю телепортат. Снова в бой. Уничтожайте как можно больше врагов и собирайте частицы. Противники у пещер. Отправляем маленького защитника. Тебе тяжело оставить? Не, забирай, забирай. Я так справляюсь. У меня он особый вроде неплохо выпадает. Страж убит. Ой, меня застрелили, я 9 частиц просрала.
Враги приближаются к саду. Спасибочки. Я вижу важную цель. Нейтрализуйте ее. Писец. Вам идет захватчик. Убейте его. Грязные трюки. Все, как я Быстро. люблю. Серый дебил на одном месте стоит. Портал открыт. Проведи там шорох. Отдайся тьме. Уничтожь этих стражей. Возвращайся с пушкой Опять ты побольше. такие набрал. Отправляю тебя на базу. Там завечу. Вау, вау, вау. Гады. Мелкие гады. Ты ушел, да? Я помер. Портал готов. Хватай пушку и вперед. Противники у пещер. Ладно. Вы уже близко. Наполните банки, Забирай его, призывайте иди сюда. первобытников. Забрал? Важная цель уничтожить. Эй! Спасибо. Достаточно частиц для первобытников. На вашей стороне И опять по мне. Вот тварь долбаная. На центр лазит. Самая малость до первобытника. Несите частицы в Я не банк. пойму, откуда у него столько ракет, блядь. Ага, еще и снайперская винтовка. Это вообще мудак. Хотите победить? Тогда вызывайте первобытников. Захватчик скрылся. В следующий раз вам повезет. Противники на острове. Осталось чуть-чуть. Заполняйте банк. Вызывайте первобытников. У вас еще есть шанс. Убейте первобытника. Посланники уснули вечным сном. Настал черед первобытников. Отдайся тьме. Уничтожь этих стражей. Вы лидируете. Один есть. Сразу двое. Еще Где 10 ты? секунд, и я отправлю тебя Гаденыш. назад. У тебя это легко получается. Возвращайся. Тебе это будто легко дается. Сколько-то. Я не видел такой стрельбы с того дня, как железная леди по имени Эфридит разгромила мой бар. То была темная эпоха. Ой, ты чё уже на Хорошая полу? работа. Я не увидела, как она спрыгнула. Ногой конец. Стукнула. Сейчас. Нервничает.
Кто победил? Вот Вы когда ты победили. успела, а? Сказала же, Калипсо! Это не смешно. Все. Нет. Моя вещи все стягиваю до сих пор. Ну-ка посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Вексы на подходе. Хотите подраться? Если вексы могут путешествовать во времени, возможно, они уже выиграли. У нас-то остался лишь последний город. Телепорт активирован. Ты несешь мне частицы, и я тебя озолочу, братишка. Зуб даю. Враги приближаются к пещере. Забираем. Ты мне частицы оставляешь? Враги приближаются к складу. Мудак, мог бы отдать, блядь. Угу. Размечтался. Враги у ущелья. И чё ты, придурок, одну пропустил? Так у него 8. Большой защитник пошел. Портал готов. Хватай пушку и вперед. Вот что чувствует одержимый. Наслаждайся. Страж убит. Двойной удар. Страж убит. Эй, так нечестно. Да ты просто головорез. Осталось 10 секунд. Они что-то хотели сказать? Неважно, потому что все они мертвы. Вам идет захватчик. Убейте. Где подлюка? Около вас где-то? Наверное, я не вижу Вижу. его. Есть. Все. Не вы затеяли эту драку, но вы ее остановили. Ух ты. Страж убит. Блять, и в Да. портал запрыгнул случайно. Ты? Ага. Ой. Сейчас там все частицы сдохнут. блин. Враги приближаются к складу. Маленький защитник отправился на ту сторону. Так, 10. А здесь нету, сейчас передам. Враги приближаются к пещере. Портал готов.
Хватай пушку и вперед. Так, ладно, собирайте, я пошел. Не успею, они внесут, кажется. Вот что чувствует одержим. Наслаждайся. Да. Страж убит. 2 по цене одного. Еще 10 секунд, и я отправлю тебя назад. А ты просто головорез? Уже. Приятного чаепития. Смотрите в оба. У вас вражеский захватчик. Вижу, справа на центрша прыгает. Есть! Не вы затеяли эту драку, но вы ее остановили. Посланники схлопотали по полной. Пора взяться за первобой. Ты. У меня аж портал. Смотрите в оба. У вас вражеский захватчик. Сычонок. Захватчик мертв. Вы в безопасности. Вам идет захватчик. Убейте. Первобытник мертв. Молодцы. Успел меня снять. Команда соперника. Надо стараться. Наш характер проявляется опасно. Пиздели сразу получат. Вы готовы к телепортации? Ну да, сейчас под мойкой лежит, мусорное ведро обнимает. Калипсо, Сажайте как можно больше врагов. ты чё там прибедняешься? У тебя полная миска. Ага, там просто коробка рядом же лежит. Враги приближаются к пещере. Ну как хочешь. Чё там? Да ничего. Ой. О, да! Как он прям нормально меня бахнул. Кто? Ну, походу взрывашка была и плюс этот гарпия или кто она там. Патрончики. Шибанула. Гидра тут здоровая. Гидра точнее. Жирненькая. Забирай. Вон слева. Не успею. Успела. Да. Погодил на что-то сверху. Падла с синофагом, блин, лазит. Скотобаза. Пиздец. Захватчик смылся. Потом. Враги приближаются к складу.
Портал готов. Наш союзник на чужой территории. О, круто. Правда, жалко. Частицы попадают. Тяжелые нужны, нет? Пока нет. Не Ваш забираю. захватчик вернулся ни с чем. Незабудка, блин. Дайте 2. Ваши соперники призвали первобытника. Если они уничтожат его, вы проиграли. Портал готов. Вражеский захватчик. Союзник отправился на вражескую сторону. Где? Паш, ну нахер, тварь. В центре. Враги приближаются к пещере. Угу. Сука. Захватчик смылся. Потом. Она опять что-то в руках гоняет. В лапах, Щас. точнее. Портал готов. Хватай пушку и вперед. Ваш союзник на вражеской территории. Ага, сейчас прям уже поднял. Тут хер дадут подымать. Капец, если плечо содрало. О, да! Враги дохнут один за другим. Ваш союзник вернулся ни с чем. Да ёб твою, ну. Раунд завершен. Вражеский первобытник повержен. Портал открыт. Наведи там шорох. Не мявкой. По-моему, она в сортир побежала? Нет. Давайте поусерднее. Нет ничего хуже ничьей. Будь здоров. Держитесь. Спасибо. Начинаю телепортаж. Портал готов. Пора их навести. Тумбочку обнюхивает. Смотрите в оба. У вас вражеский захватчик. Первобытник теряет силы. Уничтожьте его. Нет, какая-то незабудка рядом легла. Точнее, она со мной. Что вкусное прячет. Ну да. Захватчик смылся. Потом уйдет. Отдайся тьме. Уничтожь этих стражей. Ты серьезно? Даже не поднимет? Следующий Офигеть. раз будь быстрее. У тебя получится. Или там много еще зарабатывать? 51% только. А у тебя? Мгм. Можно промолчу? Можно я говорю промолчу? Ты уже сделал. 99. Потому что ты к этим прыгаешь, а я нет.
Бешеная кота. Кота и кота. Я думаю, эту хрень пройдем и на сегодня хватит. Зато ты без меня играть не будешь. По крайней мере, продолжать. Сделал взрывного котенка. Чё? Из меня сейчас сделал взрывного котенка. Зачем? Не знаю. А ну иди оттуда, железо. Хоть проводочки. Вот они. Вот и неси сюда. Что ты на дебаг прилетела, еще и боком, иди сюда. Я не бомбану. Это пофиг, я уже почти. Сейчас ты себе соберешь и все. У меня-то будет до работы время. Я набью себе. Чего? Ты сейчас себе сделаешь и все. Ну, в общем, Если отключить этот раз бегаем, самоликвидатор ноги древесом, хватит. из нее выйдет отличное укрытие на ночь. А я завтра себе сделаю. Приготовьтесь к телепортации. Хотя Принесешь посмотрим. мне Сколько частицы, вообще и времени? я тебя озолочу, братишка. Зуб даю. 10. Противники на Ну, остров. в принципе, можно. Калипсо. Противники у пещер. Иди нахрен отсюда, козлина. Опять к вещам полезла, падла. Вражескую сторону одержимую малютку. Да я выгнал. Дайте мне 2 штучки, а? На, 2 штучки. Давайте еще штучку. Все. Мне все. Ну, конечно. Аккуратно. Я не вижу его вообще. Я вижу. Минус. А, убил? Да. Правда, вот этих козлов надо еще. Портал готов. Ты захватчик. Наведи здесь шорох. Они теряют тебя. Это падла, блин. Возвращайся с пушкой побольше. Иди Отправляйся. отсюда нафиг. Да! Важная цель устранена. Слышь, кстати, надо. Блин, мне 2 штуки надо до 15. Что, мне дадут 2 штуки забрать, нет? Прикольно. Блин, взяла, не добежала. Ты нормально? Все. Противники на острове. Портал открыт. Наведи там шорох. Ты захватчик. Наведи здесь шорох.
Еще 10 секунд, и я отправлю тебя назад. Они теряют частицы! Двойной удар! Они теряют частицы! Еще один! Самая малость до первобытия. Несите частицы бак. Вы вызвали первобытие. Избавьтесь от посланников и завалите... Первобытника уже призвали? Угу. Эй, Смотрите, я вот, умерла, у вас короче. вражеский захватчик. Страж убит. Полосный. Ну, почти я долетела, но у меня оставался один прыжок, меня сильно толкнули, я не успела долететь, чуть-чуть не хватило. Держим его бахнул. А, этот. Да ёб твою мать, блядь. Первобытник теряет силы. Добейте! Захватчик смылся. Потом убьете. Страж убит. Я, по-моему, сейчас ее тапками напизжу, блядь. Так, успокойся. Она Кошка, уже иди третий поговори. раз, блядь, скидывает эту рубашку нахер. Тут про вот это интересное У оружие. вас вражеский захватчик. Один сразу. Да. Калипсо, иди сюда. Они тебя перехитрили. Возвращаю на базу. Портал готов. Захватчик скрылся. В следующий раз вам повезет больше. Вы отстаете? Отдайся тьме! Уничтожь этих стран! Первобытник мертв. Не понял. Молодцы. Страж убит. Как так быстро? Я что-то, блин, к ним в портал прыгнул, еще больше половины было. Не успел перезарядиться, уже грохнули. У вашей команды все до мази. На мечах. Команда соперника способна на больше. Но все равно слишком быстро это было. Держитесь. Начинаю телепортацию. Поднажми, братишка. Враги вызвали тяжеловеса. Враги приближаются к саду. Я так понял, что некоторые частицы тут нахер никому не сдались, да? Кто, блядь, бегают из-под носа, тягают. Противники у пещер. Вот бесишь. Вот других мест, кроме как под носом, у меня встать не было. Маленький Чтоб защитник принести. отправился на ту сторону. Портал открыт. Наведи там шорох. Игра. Ты захватчик. Наведи здесь шорох. Они теряют частицы. Чё? Вот говнюк. Забрал последние две, хотя видит, блин, что мне чуть-чуть не хватает. Пошли на остров? Или ты улетел? Я у них. Они Блять. тебя перехитрили. Возвращаю на базу. Все. Я просто хотела с краю забрать эту птицу. Потому что с нашими
Да не, не в ульте дело. Пора их навестить. Ты захватчик. Наведи здесь шорох. Промазал бы. Страж убит. Осталось 10 секунд. 2 по цене одного. У тебя это легко получается. Зря ты Вам вылез, пацан. достаточно частиц для первобытных. Быстрее, несите их в банк. Первобытник явился. Убейте его и победите. Что? Первобытника вызвали. Ну я последний. Ты готов? Вам идет захват. Пачек, ты где? А, вижу, падла. Ну, меня все равно первобытник убил. Кошка, уйди оттуда. Есть! Не вы затеяли эту драку, но вы ее остановили. Посланники схлопотали. Просто она выпрашивает по своей Пора взяться за первобытных. Мягкой жопе. пушистой заднице. Вам идет захват. Убейте. Захватчик повержен. Можно вздохнуть спокойно. Страж убит. Вам идет захватчик. Убейте. Отлично действует, брат. Меня кто-то утонул. Я думаю, это была тефтелька. Не, там этот гаденыш. Я же говорю, я была уверена, что это тефтеля. Ты сражаешься до последнего. Чё? Мне бы 79. пригодился такой боец в команде. Я за много частиц внесла. Нифига себе. Зина, походу, скучно. Тебя запаривает. Да фотки мои обрабатывает. Мгм. И обрабатывать не самым лучшим образом. И причем довольно старые фотки.
Ты чё? Иди сюда. Калипсо. Иди сюда. Где мой колобок пушистый? Ты где там? Ты чё? Ходишь, выпрашиваешь. Ну-ка посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Улей, захватите мечи. Делаем ставки. Мне нравится биться с улей. Они издают такие забавные хрустящие звуки. Приготовьтесь к телепортации. Уничтожайте цели, собирайте частицы и вносите их в банк. Очередной отряд на руинах. Эй, 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 эй. Спасибо. Враги приближаются к пляжу. Че, страшно что ли? Гному. Половина первой ночи, говорит, ты там звуки издаешь. Меня убили. Че ты помираешь-то? Потому что ты не воскрешаешь. Говнюк. Со снайперки меня снял. Где это говно? Возле портала. К вам побежал. Не добежит. Захватчик скрылся. В следующий раз вам повезет больше. Ты чё, блядь? Магнитом, что ли, ко мне тянет? Блядь, бешеные рыцари. Блядь, я просто охренею. Я осталась только с пукалкой с этой. Захватчик уже мертв. Страж убит. Я отправил большого защитника на ту сторону. Не говорите авангарду. Портал открыт. Наведи там шорох. Страж убит. Двойной удар. Они теряют частицы. Еще один в могиле. От вас никто не ушел. Очередной отряд на руинах. Вы уже близко? Наполните банк и призывайте первобытных. Так, дайте мне здесь краешку забрать. Враги Чуть-чуть. приближаются к пляжу. Союзник отправился на вражескую сторону. Вы уже близко? Заполните банк и зовите первобытных.
А чё ты не собираешь? Кого? Первобытник, ты чё? Смотрите в оба. У вас Чё-то я вражеский подтупливаю, значит. Они хотели войны, они ее получили. Ты вообще игру что ли не слушаешь? У меня просто музыка. Понятно. Вы чё тут? Братскую могилу решили устроить? Да иди ты в баню, блин. Где это падла? Первобытник теряет силы. Испепелите его. Захватчик пал. Твой союзник настоящий герой. Портал заработал. Ты готов? Вам идет захватчик. А, блядь, не успел. Где он? На руинах, около леса. Я не вижу. Вы отстаете от противника. Увидела. Захватчик смылся. Потом убьете. Отстаете от противника. Стану, блядь. Один страж. Вы впереди. Уничтожьте первобытника, и победа ваша. Сразу двоих. О, Они окей, тебя перехитрили. понятно. А, ёпну даже. Возвращаю на базу. Твой союзник нейтрализовал захватчика. У меня ксенофага. Портал открыт. Наведи там шорох. Отдайся тьме. Уничтожь этих стражей. Не вижу. Страж убит. Два по цене одного. Сука, промазал, да. Еще 10 секунд, и я отправлю тебя назад. Любимый. Захватчик мертв. Вы в безопасности. Еще один в могиле. Возвращение. Одна минута. На счету каждая путь. Первобытнику конец. Хорошая работа. Ударе за одержимого. За этого, за захватчика, что ли? Вали его на бок, моему хобу. Команда соперника, надо стараться. Ваша команда их просто рвет. Приготовьтесь к телепортации. Готовьтесь оказать сопротивление. Вражеское подкрепление на подходе. Враги у деревьев. Кошка у тебя? Да, на диване. Фига кого-то понесло. Враги приближаются к пляжу. Кто-то даже, если я смотрю, не берет ни хера. Да, я за это и говорила. Да идите в баню, блин. Ну что, получится у меня сейчас забрать? Не нет, 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 не получится. Ладно. Прикинь, просрала все свои частицы. Жадная, потому что. Можно вздохнуть спокойно. Не жадная, мне не хватало чуть-чуть совсем до 15. Ну, а это не жадность? Нет.
Куда ты? Вам идет захватчик. Убейте. Иди в жопу со своими, блин. А где он? На мне. Захватчик на тебе? Внизу в подвале. Захватчик пал. Твой союзник настоящий герой. Портал открыт. Наведи там шорох. Молодец. Союзник отправился на вражескую сторону. Ваш захватчик мертв. Сейчас он вернется. Наш захватчик молодец. Капец ты толстая тварь, а? Соперники прислали первобыть. Если они убьют его, вы проиграете. Портал открыт. Наведи там шорох. Ну писец. Ай, блин! Вот я тут. Кто-то ультанул, Ты да? видел? Я слышал. Кто-то кнопки перепутал. Чужой территории. О, Убейте первобытника. нельзя ж так. Ты готов? крутить. Вам идет захват. Я не вижу его, правда. Первый где-то около центра. Увидела. Он с ультой золотым пистолетом. Портал готов. Хватай пушку и вперед. Дурак, блядь. Грязные трюки. Все, как я люблю. Первобытник теряет силы. Сосредоточьте огонь. Ты захватчик. Наведись здесь. Один есть. Двойной удар. Вай. У тебя это Дайте легко мне солить. получается. Осталось 10 секунд. Да, ну елки-палки. Убей ты его, падла. Вы впереди! Захватчик на подходе! Страж убит! Портал заработал! Ведущая позиция потеряна. Уничтожьте первобытных. Блядь, задолбал этот рыцарь со своими сферами, не вижу ни хера. Грязные трюки. Все, как я люблю. Ты захватчик. Наведи здесь шок. Гамбит завершен. Писец. Первобытник противников поверх. Ничья. Давайте поусерднее. Нет ничего хуже ничьей. Все я. Ну, можно сейчас Телепорт чисто готов к убивать и работе. уже недельки сделать. Портал заработал. Пора взглянуть им в глаза. Ты готов? Вам идет захват. Вы впереди. Страж убит. Захватчик повержен. Можно вздохнуть спокойно. Посланниками покончено. Теперь разберитесь с границей. Ваш союзник на вражеской территории. Вражеский захватчик. Опять там же.
Портал готов. Хватай пушку и вперед. Ведущая позиция потерь. Если я еще просрам. Захватчик смылся. Потом. Ваш союзник на чужой территории. Конец раунда. Соперники уничтожили своего первобытного. Потому что кто-то у нас криворукий. Все, мне осталось помехи сделать, как и тебе. Слуги Саватун мешают нам услышать послание тьмы. Изгони их мерзость семенем. А, я думала, мы не будем сегодня. То есть ты не бежишь, да? Раз там такаешь. Я как бы оружие переставлю. Куда там полетело? Кто? Кто ты? Ну что-то в самом низу где-то. А. Так, ладно, где мы отступили? Алло, управляет. Чё, падла, такой неумирающий-то, а?
Кто? Класс. О. Ты дитя, что тянется к плане. Это что-то новенькое, да? Одержимая королева не даст. Это то, что должно было недели 4 назад появиться. И ты переродишься. Не больше. Выкормы Шорик. А, вот уже ты говорил с Ноклисом? Крот и теперь привязан к Саватун. Он усиливает исходящие от нее помехи. Заставь его замолчать. Сюда? Древо несет погибель. Сруби его, не то будешь погребен под тенью его листвы. Нормально. Я не понял, а что надо? Разбить его, что ли? Ой! Реликвии. А, реликвии? Возле меня 2 штуки, я их... Да вижу я, блядь, смотри. Я не ору. Да, я сейчас пока добегу. Всюду отринь веру, и ты Мне уцелеешь. только интересно. Погоди. А, ну хотя, в принципе, у него здоровье дохи. Мне кажется, надо сначала вот эти вот разбить. Глаза. Не зря они тут висят. Да, мне кажется, сейчас у него чуть жизни отнимется, и он... Чё он? воскреснет. Блять, воскреснет. Никто не воскреснет. Долбаный рыцарь прибежал. А, вот он. Уай. Вот они, да. Наши оковы прочны. Чтобы разбить их, нам нужна сила. Ты глаза эти мочишь? Да. Тут дохренище. Я не знаю, какую они смысловую нагрузку дают, но что-то мне кажется, что что-то должно с них для достижения или еще что-то. Так, по эту сторону все вроде, там с другой стороны еще их штуки 2 или 3. Так, главное не упасть. Ну, Это... упади. Опа.
Ой, блин, тут сразу два. Все? Вроде да, больше звука не слышу. Ага, теперь два камня, да, по обеим сторонам появилось. Ну вот они, два огра. Меня убили. Бля, патроны закончились. Это да. Зато у меня собралась ульта. Так, я налево ушел. А они, получается, с другой, да, стороны? Да. Это как раз и глаза сейчас бы мешали. Стань одержимым, и пробудятся безграничные возможности. Ой. Вербовщик хренов. Пипец, ультанула, блин, меня в пропасть выкинула. Помри уже. Всё, давай портал открывайся. Нокрис чудовище. Его имя стерто из гробницы мира. Ты поступил мудро, очистив этот двор от его заразы. Зачем Саватун заключила с ним союз? Союз? Нокрис изгой на службе чужой воли. Некромант. Хотя одержимая королева наверняка нашла, чем он может быть А чё за хрень? смертельными обрядами в пику игре, Где? затеянный червем. А вот. Не смею предположить, как она хотела Вот это? применить эти знания. Не стоит Да. терзаться мыслями об этом. С ним покончено навсегда. По делам ему. Хрень, Мгла Саватун в значительной мере рассеялась, но не до конца. Она все еще там. Прячется. Тогда, Ну да, это и надеюсь, она был. видела, что стало с ее Секретный? Секретный триумф. Да. Не двигайся. Я тебя заберу. Видишь, как мы и говорили, свет — это слабость, это поражение, это смерть. Но что забирает свет, то дает Карлик какой-то. И карлик, да. Просто в землю вогнанную. Тебе больше не придется смотреть, как Люди, погибают те, кто тебе кабал, дорог. падшие, Юли, да? Тьма — это сила, это победа, это жизнь. А, это разве люди? Сила ждет тебя на Европе. Да, вроде. Вроде люди. А ты где? Что-то меня этот навигатор сбил, показывал, что и ты там, и Эрис вообще в другой стороне. Это можно понять как контакт. Не физический, скорее оказывающий влияние. Это слово обозначает действие с одним подлежащим и бесчисленными дополнениями. Страж. А что, если тьма говорит не только с нами? Это сообщение означает неостановимое движение. Это можно было... И чё? А чё, блин, дерево не преобразовалось? С негативным исходом.
Жребий брошен, словно свет далекой звезды, долго летящий к нам. Здесь Неизвестное нам преобразователь. событие, которое уже произошло. Это Андрюха показывал картинку, там это дерево полностью сухое, черное было. Ну, может, это еще не все? Ну, зато печать получится. Кто? О, мы. Ты? А ты чё, не? Ну, вообще-то нет. Детали модификаторов не все собрала. И... И те, то, что очень мы с тобой не все настреляли. Глазами там Троем бег. Тебе нужно немного и тех, и других. Мы знаем, что у тебя есть выбор криптархов. Спасибо, что выбрал дешифраторский талент. Вот что я тебе скажу, братишка. Когда ты там в Гамбите смотришь на первобытника, знай, ты его так же пугаешь, как и он тебя. Шутка. Заставь их умыться кровью. Эй, не спи, сорвиголова. Осторожнее с этим. Слышал, ты завалил того принца? Как там его А ты звали? что получил с мнемоники? Херню какую. А я оболочку. На честном слове. А, который этот весь переломанный. Мгм. Я так. У него дешифровщика через пару недель. Даже не думаю. Как дела? Эй. Привет. Стражи любят символику, так? Пока. Ну все, я тогда выхожу. Да, я тоже. Все, Гном, спасибо, что пришел. Интересно было болтать. Завтра да послезавтра. Короче, если что, знаешь. Давай, всего доброго. Приятных сновидений.